Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большой привет в 26-м году. Это «Шум» наш проект, где мы громко обсуждаем все происходящее и, конечно, объединяемся вместе для того, чтобы нас было слышно. 26-й год, вот, казалось бы, только первая неделя пролетела, знаете, позади столько событий, и все нужно обсудить, чтобы посмотреть в будущее. А будущее где-то мрачно, где-то непредсказуемое, где-то тревожное. В общем, обо всем по порядку. Прямо сейчас, в режиме прямого эфира. Я всех поздравляю с новогодними праздниками, с Рождеством вчерашним, с будущими тоже поздравлю обязательно. Если вы подписаны на мой канал, пожалуйста, поставьте лайк и напишите в комментариях и в чате трансляции онлайн, как слышно, потому что будущее у нас и Старый Новый год, и Крещение, хотя уже это все отпраздновали, да, но об этом тоже сегодня поговорим, вскользь, конечно же. И традиционно начнем наш шум, как всегда, с игры в города. Это потрясающая, по-настоящему объединяющая штука. Потому что нас слышно, и этот шум слышно во всех уголках мира. И вы прям пишете и до начала эфира, и до трансляции. Откуда вы? Всем привет. Саша, привет, привет, поехали. Шумит Пьемонт, Витебск тоже. Петергоф шумит, Одесса шумит, Жмеринбург шумит. Звук плюс, это хорошо. Значит, если видно, слышно, добрый вечер. Замечательно. Спасибо большое. Вечерок Шелестяне, добрый вечер. Когалым, Западная Сибирь, даже из Новой Зеландии человек пишет. Это так здорово. Спасибо большое за то, что вы с Мурманска пишете. Ришон Ле-Цион, Израиль, Сидней, Днепр, Полтава, Харьков слышат хорошо. Всем привет из Одессы. Потрясающе. Гремим, Тверь, Челябинск, Копенгаген с нами, Солнцево в тишине, Харьков, Новосибирск, привет, Антрацит шумит с вами, Одесса, Бийск, Балаково, Севастополь шумит, Смоленск, Бухара, в Бухару тоже привет, и в Ригу, конечно же. Спасибо Красноярску, что смотрите. Кошице, Словакия, ой, привет вам в Кошице. Полтава на связи, Вологда, где шумно, где, Вологде, где еще. Васюки, тоже хорошее место. Это вот прям, знаете, про Украину, которую сегодня обсуждают в будущем. Севастополю дружный привет из Луганска. Луганск тоже привет. Сочи. Бурлингтон, Онтарио, ух ты, Львив шумит тоже, Луганск шумит, Саша, Лейпциг не забудь, куда ж забудешь, Беларусь с нами, Минск, Дубаевцы, с нами тоже Испания, Бенидорм, Ташкент, Узбекистан, Лисичаненко, Рязань, Бердянск, Таллин, Северодонецк шумит, отлично, Ашкелон и Ростов-на-Дону, друзья, в этом всем единстве я предлагаю сразу, как говорится, не отходя от чата трансляции, проголосовать. Закончите предложение. Трамп это беспредельщик и самодур, красавчик и стратег, кукла в чужих руках или последняя надежда Украины на мир. Ну вот такой Трамп, вот такая надежда на мир. Поэтому, пожалуйста, проголосуйте. В конце подведем итоги. Больше 2000 голосов мы уже имеем, но пока тут в лидерах беспредельщик и самодур. Владивосток видит, слышит, отлично. Москва, Бурштин, Нижние Серогозы, Видное, Ришон Ле-Цион с тобой, Пинск, Беларусь на связи, спасибо большое, Ижевск, Удмуртия, Балашиха, Москва, Сокольники на связи, спасибо большое в Бурштин, да, и Киев на связи, Тула, Мариинск, Киев и свет показывают, свет, значит есть свет, наверное, да, сегодня обещали будет свет, но сегодня другие предупреждения, сейчас будем с этого начинать. Бенядорм это Валенсия, да, привет из Моздока, Ташкент, привет. Еще один из Сочи привет. Чебоксары на связи. Друзья, пишите, откуда вы, это очень важно. Потому что, чтобы понять, насколько слышно шум, нужно проверить. И даже если смотрите в записи, потому что, понимаю, у многих нет света, если это Украина. Так, в Германии тоже там отключение, между прочим. В других городах также непогода, не только в Украине, которая сегодня сковала вместе с последствиями ударов вообще страну, и приходим мы к полному коллапсу, и минус 20 это выглядит как нечто угрожающее. Вот все равно, если смотрите в записи, если получается, пишите в комментариях, если в чате не получается. Это очень круто объединяет. И, конечно же, всех шумлян со всеми праздниками еще раз давайте начинать. А начнем с тревожного, самого тревожного. Посольство США буквально минуты до нашего прямого эфира объявляет о том, что
Массированная атака ожидается на Киев вот уже ближайшую ночь или через ночь. Что-то страшное, уважаемые граждане. Будьте готовы, спускайтесь в укрытие. Инсайды сыпятся о том, что повышенная угроза применения орешника, зафиксирована какая-то активность в районе Капустиного Яра. В случае дополнительных угроз, пишет телеграм-канал «Миллионник провластный», предупредим, реагируйте на тревоги. Откуда понеслось, собственно? Да понятно откуда. От сегодняшнего, собственно, такого тревожного состояния. Тянется все еще из прошлого года, когда ответ за резиденцию, резиденцию, которая как бы летела туда, но не туда, это в эфирах обсуждали и до Нового года, и после Нового года, он, как бы этот ответ еще, его не было, да, и вот что-то таки ожидают, и вот сейчас орешник. Более того, ко всему прочему, нужно добавить, что тоже вместе с этим предупреждением об украинской угрозе Госдеп США обновил список стран, куда не нужно, собственно, гражданам вообще соваться. Там и Венесуэла, к слову, о Венесуэле поговорим отдельно, Йемен, Сирия, Сомали, Нигер, там, Ливан, понятно, Россия, Украина, Беларусь. Представляете? Вот так вот. Туда там нечего делать. Нечего делать. Буркина-Фасо, как вишенка на торте. В общем, пекутся американцы о своих. Но Зеленский на этом вот прям акцентирует в сегодняшнем обращении, що буде удар. Шановні українці, українки, весь день сьогодні доповіді уряду, всіх служб, які фактично цілодобово на ліквідації наслідків російських ударів. Дніпровщина, Запоріжжя після атаки по інфраструктурі була надзвичайно складна ситуація з електрикою. Всім забезпеченням. Необхідні ресурси задіяні. Дякую всім ремонтним бригадам, дякую комунальним службам, ДСНС України, всім енергетичним компаніям. Без перерв тривають роботи. У Запорізькій області ще в день відновили енергопостачання за графіками. Дніпро, Кривий Ріг, Нікополь, Павлоград та інші міста і громади Дніпровщини досі в роботі. Були сьогодні, на жаль, і нові удари саме по енергетиці і по цивільному сектору також, у Кривому Розі, по житлових будинках. У Кривом Роге это повторный удар, причем отрабатывали не этот раз, а прошлый раз по Кривому Рогу, как в районе там, где жил когда-то Зеленский. Видите, всех благодарит, все так упорно трудятся, все стараются. Понимаете, в чем дело? Самый упорный труд — это, наверное, что-то решить с войной, чтобы этого не было. Но незламно, как говорится, и потужно Зеленский решил вдруг, вот представляете, решил вдруг прям начать свое обращение сегодня с внутренних проблем. Действительно, катастрофическая ситуация в Запорожской, Днепропетровской области. Да, в Запорожье сегодня писали, что удалось что-то. Но вы же видите, какая штука парадоксальная. Графики убийственные, но типа их вернули, и уже все, радость у всех. Є інформація, що сьогодні вночі може бути новий російський масований удар. Дуже важливо звертати увагу на повітряні тривоги сьогодні, завтра. Постійно. Сегодня, завтра, всегда обращай внимание на воздушные тревоги. Почему? Потому что направили куда-то беспилотники, потому что языком развязали, спровоцировали историю, дали пас в ноги, по-футбольному выражаюсь, в ноги противнику, и тот как бы его отфутболил. И сейчас все, в общем-то, все переживают о каком-то ударе, и все должны быть предупреждены и спускаться обязательно в подземное убежище. Кто говорил, что все украинцы хотят, чтобы Путин умер в не новогоднем, а рождественском, по этому новоделу стилю обращения? Пускатися в укриття. Росіяни незмінні. Вони намагаються скористатися погодою. Я доручив уряду допомагати місцевій владі. Вот. Россияне пользуются погодой. Это как, знаете, Великую Отечественную. Мороз поможет, мороз, такой стереотип расхожий. А он поручил правительству помогать. То есть Свириденко — это как кто там, эта рыженькая из фиксиков, да, с помогатором. Помогатор, туруруруру, это все, да. То есть правительство помогает. Очень интересная формулировка. Максимально допомагати всім, хто задіяний. Разом з прем'єр-міністром України перевірили доповіді з областей. Не всі звіти правдиві. Как так? В смысле не все правдивые? То есть куда-то попали, а не отчитались? Да ладно, это что, серйозно може бути в Україні? Будуть висновки. Відправив у Дніпро віце-прем'єра з відновлення, щоб особисто контролював роботи і оперативно вирішував питання з допомогою. Максимум робиться, щоб відновити постачання. Також в різних наших регіонах значно погіршились погодні умови. Багато проблем на дорогах. Проблеми
з мережами. Фактично, це надзвичайний режим для всіх служб. І домовились з прем'єр-міністром України, що уряд підготує рішення на час таких погодних умов цими днями, щоб забезпечити можливість для некритичних установ, звичайних офісів, залишати людей вдома. Ковид. Ну вот все. Угроза, опасность, ковид. Понимаете, оставайтесь дома. Выходной вам. А то сейчас Путин обстреляет, мороз у нас, и службы плохо работают. Понимаете, подобные вещи, когда наслаиваются, это действительно такой момент истины. Но почему службы плохо работают? Да потому что показили все службы воинственной риторикой, потому что бронь у нас легче купить, чем ну, так грамотно выписать, потому что таскают коммунальщиков по бусикам, потому что экономически это ну, просто убийственно где-то работать. То есть люди остаются работать на вот этих, закавычу, предприятиях критической инфраструктуры, ну, чтобы бронь была, чтобы как-то некуда, ну, понятно, что это тоже получается вот эти уклонисты, понимаете? Потому что, ну, как бы в нормальное время, до широкомасштабного вторжения, там работать было невозможно, и были вот такие проблемы при непогоде, а сейчас-то и подавно. Також у взаємодії з місцевою владою мають бути визначені параметри роботи шкіл у таких умовах на цьому тижні та на наступному. Сьогодні вже підготовлені документи щодо нових очільників 4 областей. Я підписав ці укази. Найближчим часом керівники будуть представлені. Там Полтавская, в общем, там целый ряд областей, он всех меняет. Меняет, так сказать, руководителей областей на местах. Причем примечательно, что у меня сегодня тоже в эфире это отмечалось, вот этих прифронтовых, ну, Днепропетровская, или он говорит Днепровская, там замена. А так вот те, которые там с фортификациями, те, которые в доле, те, которые с ручкой волосатой, ну, те вроде пока остаются. Но они же там врут, говорит Зеленский, поэтому и всех поменяем, сразу легче станет. Полтавщина, Чернівецька область, Вінницька та Дніпровщина. На Тернопільську область кандидатуру сьогодні також погодили. І загалом кадрові рішення ми продовжимо. Я говорив з Рустемом Умєровим, переговорна команда повертається в Україну. Ох, откуда же она возвращается? С переговоров в Париже. Они же там встретились, а потом опять встретились и, в общем, что-то обсудили. Но тут не задача какая такая. Всплыла информация, что Дмитриев там тоже был и тоже с американцами встречался. И как раз в тот день, когда про территориальные вопросы шла речь, про какую-то финализацию. Я очікую на доповідь з усіма деталями, включно з тими, які не можна обговорювати телефоном. О, а то вдруг прослушка, нельзя. Не по телефону. Не надо, не говорим. Как это? Что на ушко, то брехня. Були різні формати зустрічі із американською командою, і з європейською командою. Угода про гарантії безпеки з Америкою, ми вважаємо, готова до підписання. Они считают, готово. Заметили, какая замечательная... Они считают, что все готово, чтобы Америка дала гарантии. На найвищому рівні. Важливо, що у тристоронньому форматі обговорили документи про відновлення України та економічний розвиток. Україна, Америка, Європа. Майже готово. Дуже предметно попрацювали по основному політичному документу і з нашого боку повний конструктив. Американська команда має отримати відповідь від Росії, на що готові там та чи дійсно можуть закінчити війну. Ми вважаємо, що тільки тиск це вирішить. Тиск на Росію. І тільки, якщо буде достатньо. Зараз Росія більшу ставку робить на зиму, ніж на дипломатію, на балістику проти нашої енергетики, а не на роботу з Америкою та домовленості з президентом Трампом. Це треба змінювати. Змінювати саме тиском на Росію та підтримкою України. Дякую всім, хто сприймає ситуацію саме так. Дякую всім, хто з нами, хто з нашим народом, хто з Україною. Дякую всім, хто допомагає нашим. Ну, дякую, там такое возвращение графа Дякулы. То есть, задача какая? Чтоб на Россию давили. Задача переключить маятник, чтобы было давление. Сегодня выходил Грэм, говорит, ох, у нас там все согласовано, будут санкции, мы как ударим по России. Сейчас примем законопроект, вот тот, который Трамп разрешает вводить все санкции. Вот сейчас это давление пойдет. Но опять предательски как бы выныривает Дмитриев, который встречается с Кушнером и Виткофом. Как раз таки, как вроде как понятно, что после украинской делегации, то есть я так понимаю, что американцы все ответы получили, а то, что вот это было в Европе, это фуфел, но об этом немножко позже. Действительно, ситуация катастрофическая. Буквально за пару часов до нашего эфира, сегодняшнего, мы в прямом эфире, у нас 21:16 по Киеву прямо сейчас, был удар по Кривому Рогу, о котором упоминал уроженец Кривого Рога Зеленский. Баллистика прилетела в Кривой Рог. Ебать!
світле бабло. Свет потух. Ну, вообще, если честно, смотрите, конечно, там удивление, но абсолютно такой, знаете, уже привычный, ну, который раз уже, ну, такая реакция, да, то есть как на какой-то, правда, салют. Люди абсолютно дезориентированы. Те, которые сейчас из бомбоубежища, наверное, снимают в Кривом Роге сегодня, да, удар пришелся тяжелейший. Почему? Потому что угодило в дом, как говорится, и непосредственно вот фото этого дома, одного из домов, куда попало. Ну и, конечно, прилет был, ну, 11 пострадавших, нам говорит Вилкул, который отвечает за город. И вот такой пожар был. Пол дома развалило вот здесь вот посредине, в Кривом Роге. Ну и люди, конечно, пытаются друг другу помочь и вытащить друг друга, ну, там, слабоходящих пенсионеров из этих, ну, как это, декоммунизируемых вот этой войной, которую можно было спокойно закончить уже дважды, да что там дважды, трижды, было 3 таких окна, но тем не менее. Ну вот потащили малоходящих, потому что удар продолжался. Удар массированный, и несмотря на то, что был обстрел повторный, люди вот только после обстрела выходят непосредственно на улицу. Дом разбило пополам, и ситуация, конечно, жуткая. Обстрелом днем ранее подвергался в этой же области областной центр Днепр. И там второй день, ну, если в Запорожье хоть как-то удается что-то подключить и вернуть графики, и это счастье, то в Днепре блэкаут. Выглядит все вот таким образом. Это вот такая вечерняя сегодняшняя съемка. Сегодня вот так он, определенный район Днепра, выглядел. То есть света нет и не предвидится. Мэр Днепра Филатов выходит и говорит: национальная, ну, в общем, уровень национальной чрезвычайной ситуации. Хотя вот так же несколько дней назад говорил: это же все уклонисты виноваты. Уклонисты виноваты. А сегодня немного другое настроение, чем тогда в студії з воєнними у мера Дніпра. Шановні земляки, усі ви знаєте про події, що сталися вчора не лише у нас, а й по всій нашій області, а також Запорізькій області. Потім суто технічна у Дніпрі ситуація одна з найскладніших. Це насправді надзвичайна ситуація національного рівня. Відночі місто відпрацьовує всі належні алгоритми. Ми в постійному контакті з обласною військовою адміністрацією та всіма профільними міністерствами та службами. Ну, понимаете, в чем дело? Это как бы стандартная история, он мало что может сказать, говорит: мы со всеми в контакте, все там будем запитывать, это ясно, но тут дальше в конце интереснее, то есть вот где-то здесь, это он, конечно, разбит, да, Филатов полностью, уже нет вот этой доли потужности, или, как, знаете, как карма, да, за то, что некому работать, ну, как бы довели, там, превратили в мусорник. Щодо тепла. Усі котельні вчора було знеструмлено. Нині докладаємо всі зусилля, аби відновити їхню роботу. Електротранспорт по місту компенсується автобусами. Так само Дніпро має запас палива на декілька діб. Також у нас працює 89 суто комунальних, підкреслюю, пунктів незламності. І крім цього, такі ж пункти незламності облаштовані державною владою та приватними підприємцями. Садочки працюють черговими групами по 4 години, бо зрозуміло, що для батьків ситуація теж безвихідна. У школах ми продовжили канікули до 11 січня. Із основного це поки що все. Далі я буду тримати вас в курсі. Спасибо, что держишь в курсе. На самом деле ситуация критическая. И можно, например, как угодно относиться к Филатову, но люди, которые в Днепре, переживают достаточно, ну, прям шокирующие вещи. По поводу воды очень просто жуткая какая-то история. Почему? Потому что, ну, давайте так. Вчера, когда был этот удар, да, нанесен, вот что текло из кранов. Вот. Изумрудного цвета. Приднепровская ТЭЦ сбросила воду, и, вы знаете, на самом деле людям очень тяжело, и в супермаркетах сгребали вот просто пакетами, огромным количеством питьевую воду и в Днепре, и в Запорожье. Ну, там, если где-то что-то удалось в Запорожье, то в Днепре и в Днепропетровской области все куда более
сложнее. Причем эта сложность объясняется и прифронтовым статусом Днепропетровской области и города Днепра как хаба. По нему неоднократно отрабатывали, но это, похоже, попали туда, куда нужно. Куда нужно имеется в виду для того, чтобы погасить город. И, судя по всему, это задача для того, чтобы, вот я соглашусь, чтобы люди уходили из городов. Потому что если будет сложно с отоплением, дома замерзнут, трубы полопаются, ну, в принципе, вот и все, да, света не напасешься. Война уже, она давно в Днепре, а сейчас она ощущается вот просто на жилах. Поэтому всем, кто из Днепра, поддержка, конечно, как-то выгрести и посмотреть в глаза вот этим политикам, которые называют себя хозяйственниками, но в угоду пропаганде обвиняют уклонистов в том, что мусора много. Это как бы про Филатова. Ну а насчет как бы лидеров мнений очень примечательно на фоне изумрудной воды в Днепре, которая была вчера, на фоне вот этих проблем с энергетикой, с теплом, со светом, с водоснабжением, смотрятся вот некоторые нишевые специалисты. Я думаю, что все помнят вот эту фразу, или вот эту, как это, довоенную, до Большой войны, до 22 года, как друг с другом переспрашивали, да, друг дружку Гордон и Комаровский. Так ты лох, я не лох, вот это вот все. Вот о чем сейчас рассказывает Комаровский. Эволюционно человек прекрасно приспособлен жить без душа месяцами и даже годами. Поняли? Человек приспособлен жить без душа месяцами и даже годами. Кожа это выдерживает легко. А вот ежедневное мытье – это уже не про природу, это про современный образ жизни, про конфликт с нашей физиологией, который навязан цивилизацией. Человеческая кожа – это сложный орган с собственной экосистемой. Значит, смотрите, сейчас дальше будет познавательная страничка. Но вообще, чтобы вы поняли, вот эти все блага, это все, ну, это навязано цивилизацией. На самом деле, по природе это по-другому устроено. На поверхности есть липидная пленка, тонкий слой жиров, который создает физический барьер между кожей и внешней средой. Между ветром, холодом, сухим воздухом, трением, одеждой, водой, бытовой химией. И эта пленка Потужная пленка, незламная, как пункты потужности, и коммунальная, и частная, и вот государственная, куда всех приглашают, потому что не знают, когда плюс-минус удастся выровнять ситуацию. снижает потерю влаги, уменьшает риск микроповреждений и за счет этого профилактирует раздражение, воспаление, обострение кожных проблем. И когда мы То есть ты не страдаешь, это элемент профилактики, закаляешься. каждый день принимаем душ, да еще и с моющими средствами, особенно горячий и долгий, мы эту защитную пленку смываем. В результате кожа становится суше, чувствительная, у некоторых людей появляется зуд, раздражение, обостряется атопический дерматит или экзема. Это не страшилка, а многократно описанный медицинский факт. Ну а теперь реальная жизнь. Люди все-таки работают, бегают, ходят в тренажерный зал, пользуются общественным транспортом, после тренировки или активного дня не принять душ. Это уже не о физиологии, а о проблемах социального сосуществования с себе подобными. Социальное сосуществование с себе подобными. А? Проблема какая. Поэтому дома сидите. Дома. Вот вы видите, какой рецепт? От ковида дома, от войны дома. Спускайся в бомбоубежище. Но мы видим, как люди спускаются, потому что куда бежать? Медицина это понимает и принимает. Поэтому вопрос звучит иначе. Если ежедневный душ, от него никуда не деться, то как уменьшить его вред? Первое – температура воды. Горячая вода разрушает липидную пленку гораздо активнее, поэтому оптимально теплая, даже ближе к прохладной. Второе – длительность. Душ – это 5-7 минут, а не медитация под струей воды на полчаса. Чем дольше контакт с водой, тем больше обезвоживание кожи. Третье – моющие средства. Не обязательно намыливать все тело каждый день. Зоны с повышенным потоотделением – да. Все остальное вполне может обойтись просто водой. Выбирайте мягкие средства с нейтральным pH, без агрессивных ароматизаторов и без антибактериальных добавок. Коже они не нужны. Так, теперь отдельно мытье головы. Частота мытья волос определяется не нормами, а индивидуальными особенностями, типом кожи, выраженностью потоотделения, физической активностью, температурой окружающей среды, в конце концов. И, что важно, шампунь наносится прежде всего на кожу головы. Именно там скапливается кожное сало, загрязнение. А сами волосы очищаются в основном за счет стекания пены. Обычно одного нанесения шампуня достаточно. Слишком горячая вода, опять-таки, усиливает сухость и раздражение кожи головы, поэтому предпочтительно теплая. Ну и четвертое. После душа. Если кожа сухая, использование увлажняющего крема – это не косметическая прихоть, а разумная профилактика проблем. Ну, вот так вот, разумная профилактика проблем, все хорошо, скажем так, с Комаровским. Да, потухла у меня почему-то камера. Знаете, ну, так бывает, наверное. Все-таки видите, как
как бы такие вещи, да, вот происходят. Давайте пока, собственно, там попробуем чего-то настроить, да, и я все-таки вернусь на экран, рассмотрим следующим образом потрясающую социологию, которую нам сегодня привели. Вот в плане эффективности работы, вот что называется работы, да, значит, как вы сегодня оцениваете эффективность действий? Да? Эффективность. Ну, кстати, можете написать в комментариях по поводу душа, по поводу всех этих социальных, так сказать, вот этих вот вещей, насколько все-таки принимать душ каждый день полезно или вредно. Интересно, да, вот что бы вы ответили Комаровскому. Дело не в том, что он не прав. Он-то может прав со своей стороны, как врач. Но что касается непосредственно момента, да, когда люди и так в каком-то пребывают очень тяжелом состоянии, ну, простите, пожалуйста, но это, конечно, темы очень актуальны. Так вот, как вы оцениваете сегодняшнюю эффективность действий власти? Очень эффективно, да, и там позелененькое, скорее эффективно, скорее неэффективно, совсем, или там отказались, не знаю. Ну и вот поехали. СБУ, да, у нас впереди планеты всей. За малюка как вписывались. Военное руководство на втором месте. СБУшники, чекисты опередили военных. Значит, президента как оцениваете? Он у нас на третьем месте. Смотрите, 13,5 очень эффективный президент, а 30, ну, как бы, вот, достаточно эффективный. Значит, местные органы власти, они следом идут, они следующие. Значит, офис президента, да, офис президента. Тоже интересно. Вот президент у нас эффективный, а офис президента вообще там идет на 5-м месте. Правительство еще меньше, которое помогать власти местной должно. Ну, Верховная Рада вообще, как бы, скажем так, ушла в утиль. Друзья, буквально минутку помолчим. Сейчас что-то придумаю с изображением. Да, всем спасибо большое, друзья. Ну вот это по поводу эффективности, по поводу социологии. Кстати, нужно сказать, что это социология социс, да? Социс, такая считающаяся порошенковской историей. Видите, как, ну, в общем-то, начало года, да, а у нас вот такие вот вещи, и вот происходит такая штука, что приходится на резервную, скажем так, аппаратуру включаться, но все в прямом эфире, все вживую, все как есть. В общем, это про эффективность, да, то есть офис президента у нас так-сяк эффективный, да, ну а президент-то у нас, конечно, самый-самый что ни на есть эффективный. Значит, по поводу эффективности вообще, как страна со всем справляется, об этом говорит, ну, абсолютный переворот сознания, который произошел. Люди выживают на самом деле как могут. Сколько им не рассказывай, как мыться, сколько, скажем так, у тебя украл твой чиновник, но люди даже, казалось бы, то, что стало и раньше было роскошью, ну, например, машинка от Илона Маска, да, Тесла от Илона Маска, то, что было раньше роскошью, ой, сейчас становится прям must-have'ом.
А вы говорите, электрички это плохо. Это большой павербанк, 60 киловатт, и квартирка вон светится. Проводочек кинул, и все классно. Да, проводочек кинул, и все нормально. Но и не все машины одинаково полезны. Сегодня действительно непогода, и во Львове прям коллапс и апокалипсис. Я увидел, как все телеграм-каналы, национальные, местные, прям все средства массовой информации были в шоке. Ну там, между прочим, воевал Садовой с помощницей, с помогатором Свириденко в соцсетях буквально сутки назад о том, что вы отключаете там дыхательные всякие, больницы отключаете от света, что ж вы делаете? Эти говорят, давайте сами, с правительства сами подключайте. Ну, в общем, такая чехарда, перебрасывали, как обычно, друг на друга ответственность. Но буквально на следующий день Львов засыпало снегом. И даже на ровной дороге мужик застрял. Эти номера знает вся страна, все в шоке. Какой все-таки тяжелейший снегопад, видите, берет прям, у него все подготовлено, он подготовлен, водитель подготовленный к зиме, взял и так своим ботиночком 45-го размера давай там разгребать что-либо. Но это же показатель того, что нет коммунальщиков, нет техники, никто ни к чему не готов, это должен быть запас, ГСМ, погода. Вот как всегда зима пришла внезапно. Очень красиво же и классно все списать на войну. Война, то есть клумбы, цветочки, озеленение, всякая вот эта ересь, это да, это окей. А вот когда действительно нужно, чтобы город не стоял, ну, видите, как война. Запорожская область. По поводу войны там тоже свои причуды, о которых нужно сегодня пошуметь. Значит, активно начали отрабатывать область со стороны России, бьют и разбивают мосты. Бабам. Ну, то есть лупит уже совершенно рядом и прилетает крепко. Вот еще, скажем так, один ракурс этого же автора. Да, тут же схерячили. Чем тут даже лупили таким мощным? Очень мощно лупят и очень мощно бьют, и бьют по логистике, выбивают инфраструктуру, и это все обрушивается на Запорожскую область, которая как бы укреплена фортификациями за бешеные деньги, на, собственно, Днепропетровскую область, которая сегодня опять там Андреевку захватили, нет, не захватили, ну там или в Сумской области, или там еще где-то эвакуация идет. То есть Генштаб отвергает любые, скажем, сообщения с противоположной стороны, что что-то захвачено, но тем не менее. Но летит-то далеко, понимаете, и логистика усложняется капитально, как и жизнь мирного населения, как и, собственно, возможность дальнейшего сопротивления. Очень серьезно отрабатывается как раз-таки вот это направление в последние дни. Некоторые эксперты вообще кричат о том, что прям будет прорыв и наступление. Пока условно все возятся в Купянске и достигают успехов, собственно, там все происходит. Ну, из удивительного на фронте, как уж я там и обещал, очень парадоксально. Российские как бы обозреватели говорят, что это россияне придумали кулибины, а украинские, что это российские говорят, что это украинцы, украинцы, что это россияне. То есть друг на друга пальцем показывают. А вообще видео, конечно, уникальное. Starlink теперь на лошадях. Приварили. Все четко. Starlink вытаскивается сюда и, соответственно, вставляется. Вот так вот. Так. То есть, ну, как бы, смотрите, нормально себе там воюется, взяли, примастырили к седлу Starlink, у самого в руках или Глошка, или Айкос, нормально такое, говорит, вот смотри, как мы придумали. Там по радиоборьбе украинский Флэш, да, Сергей Бескрестнов, говорит, что это россияне придумали, а я встречал, что это там украинцы прицепили, представляете, на лошадей. То есть, вообще, конечно, ужас, если честно, так посмотреть, зачем это все делается. Да вот зачем. Такая конструкция, связь ловит. Вот такая вот трансляция. На коне. Ну, так вот, на коне. Трансляция с коня. То есть, понятное дело, что
где ты там раздобудешь вот эти все самоходные роботы или какие-то там гусеничные вот эти маленькие, там, которые чего-то перевозят, или где-то можно посмотреть. А так коня запустил, а что? Конь, он чувствует опасность, примерно видно, что он видит. И вот такие ноу-хау войны. Становится эта война каким-то гибридом идиотизма, какой-то мысли, какой-то смекалки и какого-то абсолютного перерождения. Да? Вот кто бы додумался, да, вот так вот там на коня, понятно, что там он пройдет этот конь, и его не станет. И Starlink там же, но тем не менее цепляют. Видите, как цепляют. Вообще Starlink — это тема последних дней, да. Старлинки тоже появились в украинских поездах. Сегодня сообщили, что Wi-Fi появился. Причем поезда эти Гуцульщина называются, Киев-Рахов. Будут бесплатные только 10 минут. А дальше 120 гривен в сутки. Укрзалезница сообщает. Причем ограничений не будет по скорости. Первые 5 гигабайт трафика. А для запуска такой функции поезда, вот эти Киев-Рахов, оборудовали теми же старлинками. То есть и на железного коня, и на коня живого. И на фронте на передовой, и в тылу. Кто-то деньги зарабатывает, кто-то пытается как бы обхитрить противника. Какая полезная штука у Илона Маска. Какая же полезная штука. И венесуэльцам можно, и иранцам можно, и всем остальным. Но самое, что меня сегодня поразило, и о чем я предлагаю пошуметь на фоне всего этого, это все-таки неубиваемая пропаганда. Вот прям неубиваемая. Помните, в начале 22 год, там где-то 23-й, вот были вот эти песни, там «Ванька, встанька», «Пакет», вот это все. Слушайте, оказывается, это есть и сейчас. Оказывается, это есть и сейчас. Причем достаточно адекватный в своих комментариях актер и бессменный ведущий прогноза погоды, Миколиної погоды, выпустил новый продукт. Ой, какой пропагандистский. Ранок у великому місті починається з прогнозу погоди, а ранок у містах поменше – з повітряної розвідки. Як каже відома народна прикмета, якщо у холодний день заспіває півень, потеплішає. Деякі півні вже не заспівають, співають інші над ними. Давайте подивимось, що чекає на окупантів у разі зустрічі з підрозділом «Кракен-1654». У районі Куп'янська То есть понятно, да? Что ждет оккупанта в районе Купенска, если он встретится с Кракеном? Угу. -5, -6. І це я зараз не про температуру, а про колись живу силу противника. -5, -6? В смысле? О чем ты? Микола Луценко. Там же 1000 в день. 10 тысяч в день. Всех уже перебили под Куп'янском. Це, до речі, єдиний мінус, від якого стає тепліше. Ага. На сході Харківщини у небі були помічені вампіри. Як результат, -1 російський Іван Хелсінг. До речі, для захисту від вампірів окупантам видають свячену воду і осиновий кіл. Але по журналу це все проходить як реп. Як бачите, То есть, видите, какая шутка? То есть, Иван Хелсинг, типа русский Иван, выдают вам, мол, осиновый кол и типа иди воюй, а на самом деле по номенклатуре пишут, что это рэп. Слушайте, какая познавательная погода. И параллельно где-то на фоне, что там -5, там где-то циклон идет. не допомогло. Перед вами позиція «Сонце». На ній розташувалися дуже метеозалежні окупанти. Подивіться, як на них впливають спалахи на сонці. Одне добре, коліна в них не крутить вже. На полі під Ізюмом очікується мінлива хмарність. Скажімо так, можливі опади 82-го калібру. Осадки 82-го калибра. Окупантам раджу взяти зонтик. Самі розумієте, життя мінлива. Сподіваюся, вам сподобалося, як я з цих 3 літр зробив каламбур. Давайте тепер подивимось, що 3 літри може зробити з окупантами. Рубрика FPV ураження. Подивіться, як низько літають наші FPV-ластівки. За народною прикметою це на дощ. Дощ зі сліз. Адже десь на Росії хтось буде плакати за своїм ветераном СВО. То есть, ласточки низко это к дождю, а там где-то будут плакать по ветерану СВО.
Слушайте, какая веселая война! Какая замечательный прогноз погоды. Это я напомню, это в Украине, где идут морозы, и морозы стали без войны большущей проблемой. Мы об этом поговорили выше. Большущей проблемой без войны. А тут еще война наложилась и удары. И вовсю сейчас Зеленский говорит, вот, России нечем крыть, она вот как вот Великую Отечественную зиму использует. Так а где вы были? Где вы как вы готовились к земле? Как готовились, как чуть не сказал, как Кличко, готовитесь к земле? Миндич в телефонных записях, да, пленках, что говорил? Ой, на это денег жалко. Ой, еще. Вот так же и готовились. Это прогноз погоды, друзья. Погоды, которая сейчас добивает украинцев, мирное население, и которая становится проблемой. В холодных квартирах, вот этих коробках бетонных, люди пытаются согреться, дождаться какого-то света, хоть на чуть-чуть, чтобы чего-то подзарядить, какие-то канагонки, какие-то вот эти керосинки. Чик-чирік, я в доміку. Останнє, що прочирікав окупант перед тим, як побачити нашу пташку швидку, як вітер. Як результат, обох як вітром здуло. То есть, смотрите, я тоже... Этих видео, на самом деле, их вагон. И с одной стороны, и с другой стороны. Есть целый ряд блогеров или каких-то там обозревателей, которые, ну, скажем так, тиражируют это. Ну, понятное дело, ну, как бы это лично... Нужны всякие, да, видео нужны всякие. Кому-то аудитории может какой-то нравится. Но вы смотрите, тут в чем же низость вот этого формата? Я именно как телевизионщик говорю. То есть там за каждым видео, вот этой рубрики FPV, вот эти сбросы, вот эти все снаряды, там же в конце смерть. Она там зашикана белым шумом, потому что сигнал пропал. Но это же смерть. А у нас вот, смотрите, как хорошо. Стоит в вышиванке. Символ доброты всегда был. Символ, что все будет хорошо, там, при любой погоде. Поколениями его смотрели. Поколениями Миколу Луценко. А они вот это вот соединили два таких, казалось бы, ну, абсолютно противоположных по своему настроению. Это просто какое-то безумие. До речі, цікавий факт. На ділянках, де стоїть 3-й армійський корпус, фронт дуже атмосферний та ще й рухається у східному напрямку. Да ладно, прям двигается в восточном направлении. Атмосферненько. На диво теплою нічка видалася для цього складу БК. Така тепла, я б навіть сказав би, гаряча погода дуже характерна для підрозділів окупанта, які стоять на Харківському напрямку. Цього тижня для окупантів температура знизиться до позначки мінус, тож їх очікує ожеледиця на дорогах, а нас порадують їхні опади. А тепер від FPV ми переходимо до віршів Ліни Костенко. И это здесь, ребята, ну, я понимаю, что это долго, и, конечно, это ужас, но это нужно досмотреть было до этого места. Лина Костенко, поэтесса украинская, он сейчас будет стихотворение цитировать. Дійсно неочікуваний перехід. Людина нібито не літає, а крила має. Отже, рубрика Гениальнейшее произведение, гениальнейшие строки. Гениально их исполнял Богдан Ступка, ныне покойный. Это, который известен там, вот Тараса Бульбу, который сыграл. Гениальный же, он гениально читал, что человек не летает, но крылья имеет. Вот это вот все. FPV крила. А тут ми бачимо, як український птах лелека, символ щастя і благополуччя, закарбував цей щасливий і благополучний для усіх нас момент. До речі, наступного тижня стовпчик термометра підніметься на 2 градуси, а з цього бліндажу вже не підніметься ніхто. В районі Лиману очікуються грози з блискавкою, перепади напруги в мережі і, як результат, згорівша техніка. А все тому, що декілька дурних циклонів зайшли не на свою територію, а на кожний циклон знайдеться антициклон. Ім'я йому Кракен 1654. Ну, то есть Кракен, 3-я штурмовая. Вот, понимаете, напишите вот в комментариях, что вы думаете по поводу вот этой идеи. Ну, то есть, вот это потужно, это бадьорить, это вот бодрит, да, всех. Это ко времени, это уместно. Это уместно, когда скоро 4 года войны, да, а потом 5-й сейчас пойдет год войны.
И все об этом говорят. А у нас вот такая Миколина погода. Миколина погода. По-моему, старики как бы, ну, подурели, а их используют. Вот ему же, этому же, он же умный, грамотный, талантливый человек, он очень думающий, но ему вот это вот всунули и сказали, что это круто. Ну, денег, может, заплатили, понятное дело, там, это проект не бесплатный, это все, ну, но тем не менее. Используют стариков по полной. Вот купинское направление, которым он так циклонил и антициклонил, ну, или моросил. Вот снимает украинский военный бабку. Вітінга обмиває, дивися. Обмивав у теплій водичці. Дивись, обмивав. Значит, бабка где-то в своем селе нашла патроны. Ну, магазины, там, вон, видите, ну, ящик патронами, вон на видео видно его. Берет их, кладет в тазик и рассказывает этому солдатику, как она там порошочком, еще чего, отмывает, они все в грязи. Бабушка, у вас со Второй мировой, я же говорю. Ну, так, подивися. А, вообще отлично, бабушка. Ну, конечно, у нас солдаты так не умеют, как вы делаете. Вот так вот, взяла палку и давай вот это вот, да. Я сюди кинула ще порошка трошки. И? І теплу воду. Я ще то й одмиє. Бабушка, сейчас сделаем. Раз вы считаете, раз вы шарите. Сейчас Ну, будет. так як оцю ж грязь одмиваєш, значить порошок должен одмити. Ну, наверное. Ну, я принесу зараз. Гей, вернем сюди. Дивися, не на кожній же вже. Коли ж воно чув, те буде діло. Ну вот так. И это тоже должно бодярить. Смотрите, бабка моет украинскому солдату патроны. Потужно же? Очень потужно. А то, что он там делает, какая у этой бабки атмосфера, как она ходит в этих бурках этих, прощай молодость, понимаете, такие, ну, ужас, понимаете, в чем дело? Ну, то есть, и это вот нам демонстрирует, и вот смотрите как, мы все, мы едины. А вот прогноз погоды, осадки 81-го или какого-то там калибра. И вот это все приправлено абсолютным срывом всех переговоров. Всех. И абсолютной ложью Парижа. Я упоминал о Виткофе, но здесь нужно более конкретнее разложить. Вот это вот все, вот эти грязные патроны моет бабка, пока Германия, Франция, Британия военные базы готовят, обещают не бросить Украину помогать, выделять оружие, финансирование. Мерц, как вот позавчера еще был какой. Орел просто, орел. Говорил, я обеспечу безопасность на континенте. И тебе, бабка, которая в тазике палкой моет патрон. А потом как-то говорит, да нет, мы как бы не можем строить какие-то базы. Надо, чтобы Россия разрешила. Was die Koalition der Willigen betrifft, ich habe das mit dem britischen Premierminister und dem Что касается коалиции желающим, я это обсуждал с премьер-министром Staatspräsidenten Стармером. auch unmittelbar nach dem Berlin-Treffen im Franzi. Dezember des letzten Jahres abgesprochen, dass es ein solches Memorandum of Understanding mit der Ukraine gibt im Hinblick auf Truppen in der Ukraine. То есть это меморандум о взаимопонимании по вопросу Украины. Я почему вам показываю со звуком? Я просто очень хочу, чтобы вы сравнили, да, вот какой был Мерц Орел в Париже, и вот сейчас, как он даже выглядит, как он говорит. Ich will allerdings hier einmal deutlich sagen, damit da keine Missverständnisse entstehen. Wir sprechen über Sicherheitsgarantien nach einem Waffenstillstand. Es gibt hier niemanden, auch nicht. Короче, говорит, все после прекращения огня. Это все, когда войны не будет. И то, если Россия согласится. То есть, как они классно держались за руки, вот это вот. Какие они были мощные. А потом надо согласие российское. Россияне согласны? После войны мы придем, будем там базы строить, обеспечивать. Если вы будете против, ну, значит, не придем. А эта бумажка, это декларация о намерениях. Но нам же ее уже продали. И как Зеленский говорит в обращении, как мы это видим.
ну вот как мы это видим. А что в Германии-то в самой? А в Германии катастрофа. Вот прям катастрофа. Немецкие предприятия сообщают, что в панике худшая конкурентоспособность экспорта с 1995 года. 95 года, 30 лет назад. Вдвое хуже, чем во время мирового финансового кризиса. Около 50% ВВП Германии приходится на экспорт. Страна самостоятельно разрушила всю полностью свою модель экономики. А внутри Германии набирают обороты вот такие флешмобы. Значит, понятно, музыку не ставлю. Две немки записывают флешмоб. Антимигрантский. Не вот иммиграция, а ремигрейшн. Вот они берут это граффити, у них там эта культура, берут трафареточки, записывают видео. Достала молоденьких немок вот эта вся политика. То есть бедность, миграция. А где деньги? Ну как где? В Украине. Миграция, между прочим, стала... Вот это Германия. Германия, которой все уже, мы не социальное государство, нам говорит Мерц. Не, мы, конечно, поможем Украине, спасем, но если Россия разрешит. Тема миграции, к слову, у другого, вот он же упоминал Стармера. Да, Стармер, премьер-министр. А что у Стармера? А у Стармера 72 школы в Британии без белых учеников и учителей. Вот полностью. Не больше, меньше, не там подавляющее, а вот просто нет белых людей в 72 школах. И вот снимает британское телевидение репортаж, как они альтернативно празднуют Рождество. Вот так вот. У них это праздник мира, праздник как бы цвета, они там вот стучат, играют, рисуют. У них вот такое Рождество. Ну и вот это вот тоже специфического цвета и вида в хиджабе, да. Товарищи, это вот Британия сегодняшнего дня с альтернативным Рождеством. Но самый главный, да, вот знаете, вот все же видят, что немцы, да, ну как бы, ну смирились, да, или там британцы, ну вот ладно, миграция, там, ну все же мы люди, это же воспитание. Но должна же быть национальная гордость. Вот должна же быть национальная гордость. Вот этот график папов в Великобритании. Папов. Сколько их было в 2000-м и до 2004-го. Посмотрите, какой уровень падения. Вот 62, 61 тысяча. Ну, на треть. На треть. 44 тысячи. И летит дальше вниз. Пабы, это же для Британии все. Это полностью перекройка Британии. Полная перекройка. Самое интересное, ну, а что Франция? У Франции тоже все хорошо. На фоне всех вот этих потужных вещей проходят протесты. Опять тракторы штурмуют Париж. Вот они прям на своей технике. Вот это, кстати, триумфальная арка. Вот так, кстати, лучше видно. Ну, то есть вот так. Все. У Макрона опять протесты, опять выходят фермеры. Они выходят по всей Европе. Люди недовольны. И, конечно, и естественно, все точно так же завязано на России, потому что очень интересно, а это вот прям, ну, очень интересно, Макрон, который совсем недавно, после коалиции желающих, заявил о том, что нужно быстрее поговорить с Путиным, похоже, уже тоже идет к Путину. Мерц говорит, мы построим базу, если Путин разрешит. А Макрон говорит, что вот, пожалуйста,
мы должны идти на контакт. И первые шаги уже сегодня есть. Франция и Россия провели обмен арестованными гражданами. Путин помиловал Лорана Винатье, осужденного по обвинению в шпионаже сотрудника швейцарской негосударственной коммерческой организации. У него там центр гуманитарного диалога. Он, в общем, не зарегистрирован как иноагент, и поэтому, в общем, сел в тюрьму. Ему на прямой линии задавали этот вопрос. Он сказал: ой, ну я там разберусь. И вот прошло какое-то время, буквально там неделя, и уже разобрались. Париж освободил российского баскетболиста Данила Касаткина, которого в июле, ну там июнь-июль, в общем, задержали его в аэропорту, нашли у него какой-то ноутбук, а этот ноутбук оказался подержанным, он его купил. Адвокаты говорят, что он где-то, в общем, засветился, этот ноутбук. Ничего, нормально, обменяли, отлично. Вот этот сотрудник некоммерческой организации, к нему приходит судья, все зачитывает, он рад, доволен, поедет домой. Все, вышел из-за стенок и отправляется на родину. Ну, а вот самолет, в свою очередь, да, это вот тоже встречают его, радуются, здорово говорят. Не очень, может быть, хорошо, собственно, видно. Именно, ну, Винтье-то видно хорошо, это с российской, как бы, стороны съемка. А вот что касается, ну, вот, непосредственно там, Касаткина, то он выглядит вот так. Ну, вот этот российский баскетболист. Все, это прям сигнал к потеплению. Обмен баскетболиста на представителя некоммерческой структуры, которого того в шпионаже обвиняли, а баскетболиста в том, что он там мошеннические схемы у них были между собой и так далее. Вот такая вот она мощная, потужная коалиция решительных. Вот на них мы опираемся в плане продолжения войны. Вот так все это выглядит. Но у них у самих припекло. Сегодня выходит вот материал в Телеграф. Дания будет стрелять первой, а потом будет спрашивать. Это к чему? Подняли там какую-то, скажем так, инструкцию королевскую. Зачем? Да потому что американцы роток разинули на Гренландию. Вы спрашиваете себя, сделали ли европейцы? Сделали ли датчане все возможное, чтобы обеспечить безопасность Гренландии и гарантировать, что она и дальше будет служить оплотом мировой безопасности и противоракетной обороны? Ответ очевиден – нет. Они недостаточно инвестировали в свою безопасность. Они не сделали ничего, чтобы обеспечить безопасность этой территории. И я слышу, как они говорят, что всегда будут приводить аргументы из прошлого. Они скажут: ну мы вместе сражались во Второй мировой войне или вместе боролись с терроризмом, и мы благодарны за это. Мы рады, что у нас есть такие союзники. Но то, что вы поступили правильно 25 лет назад, не означает, что вы не можете совершить глупость сейчас. И президент Соединенных Штатов предельно ясно говорит: вы плохо справляетесь с обеспечением безопасности Гренландии. Мы сделаем все, чтобы защитить интересы Америки. И я думаю, что президент готов пойти на все, чтобы добиться этого. Во время нашего эфира пришла новость из Reuters, что гренландцам предложат от 10 тысяч до 100 тысяч долларов на рыло, чтобы они стали американцами. Ну, вот так. Ну, что-то, понятно, Гренландии предложат, если не стрелять не будут. Ну, то есть все, как бы мы вот готовы. Даже уже ценник называется. На тебе 10 тысяч. Артачишься, хорошо, 100. 100 тысяч долларов и американский паспорт. Слушайте, прям как вот как в кино в каком-то. Вообще международное право похоронено полностью. Вот этот лысый молодой товарищ, ну или почти молодой, жена которого первая написала про Гренландию и подняла вот с нее, с поста его жены, все, собственно, и началось. Это советник президента США по внутренней безопасности Стивен Миллер, тоже один из руководителей Венесуэлы, к слову. Вообще выдал, говорит, международное право, оно для слабаков. Вы можете говорить все, что хотите о международных любезностях и всяком таком, но мы живем в реальном мире, который управляется силой, принуждением, властью. Это железный закон мира. Вот такое вам. Вот так вот вам. Поэтому все, сила главная. И танкеры,
И танкеры, и танкеры. Один танкер, второй танкер, задержание, видео, вертолеты. А британцы говорят, мы здесь, мы с вами, смотрите, какие мы тоже здесь. Ну так, британцы, давайте Гренландию тоже захватывать. Чего? Вместе. Может, еще и оплатите там гренландцам сухпайок. Чего? Американцам одним платить. То есть вы понимаете, в чем дело? И все вроде как, все к истории успеха очень хотят быть причастны. Но вопрос, а что это был за успех? Значит, пошли все подробности еще вчера, да, и сегодня продолжились по поводу вот этого танкера, одного из, да, которого на севере, там, возле Исландии задержали, отбуксировали к Шотландии, ну, или сопроводили, да, и какие-то такие очень нелепые подробности. Сам Венс в этом же интервью, которое вот фрагмент был про Гренландию, он говорит, так слушайте, так нормально все. Это ложный российский флаг. Он не настоящий. Нет, Россия, конечно, выписала право ходить под этим флагом. Так а как же вот эти подлодки, которые шли? Чего же они ничего не сделали? Ну так они подъехали, посмотрели, что к чему, все нормально. Это, ну, как бы нормальная практика. Танкер этот, он вообще какой-то липовый. Да, там транспондеры выключал, включал там на другую страну, типа он находится там, на самом деле нет. А сама компания, с которой это связано, ну извините, уже пишет пресса, что это еще и со времен санкций по Крыму. Ну то есть в Крым заходил, с Крымом работает там компания, которая руководит, или оператор, да, грузов этого танкера в том числе. Фигурировала в истории этого судна. Все, санкции, нарушайте закон, до свидания. И россияне говорят, не-не-не. Возмущаются многие. Говорят, а что ж не как в 1988 году? Тогда же было вот прям ух, а тут вроде как подошли нос к носу ядерной войны. Ну как же, нападение на танкер с флагом. И отошли. Разумно, сказав, что это все махинации, это все не совсем так, как вам думается. Россияне говорят, мы там следим за ситуацией, это как бы не совсем наше, но наше. Американцы говорят, это все вранье, будем расследовать. В общем, арестовали судно, арестовали экипаж, а там украинцы. И черт возьми, не хочется, конечно, после такого светлого дня вот это чертыхаться. Большинство экипажа украинцы. Украинцы! На российском судне, как пишет пресса, аффилировано с Крымом, там 6 грузин, капитан грузин, 20 украинцев, ну или там 16-20, по-разному пишут, писали за эти 2 дня. Но большинство украинцев. И, внимание, Анатолий Шарий публикует их список, поименный, членов экипажа украинцев. А я вот прям вот буквально со вчерашнего дня, когда это стало известно, что там украинские граждане, а что ж наши-то молчат? Не, ну наши, конечно, наши имеется в виду украинцы. Это же их граждане. Это же их граждане. Неважно, там, скажем, понятно, что они простые слесари, механики, моряки, короче. А почему никто ни слова не... Это же граждане. Причем там не один, не два, там добрый десяток, 1,5-2 десятка. Да плевать, плевать. Мы радуемся, что вот смотрите, вот какой мощный Трамп уделал Путина. И крутим это, крутим, не понимая, что там наши граждане. Это какая цивилизованная страна может себе это позволить? Ну а для тех, кто действительно верил в какую-то ядерную войну или провокацию, что там сейчас Россия ударит по захватывающему десанту, десант ответит, начнется размен, вот это все. Слушайте, да были похлеще ситуации, как в 1988 году в Черном море. Операция «Красный таран». Как СССР поставили на место флот США. В конце 1980-х 6-й флот США, известный своими провокациями, вновь решил проверить границы СССР. Однако встреча с Черноморским флотом закончилась для американцев унизительным поражением. 12 февраля 1988 года 2 советских сторожевика, Беззаветный и СКР-6, вступили в схватку с крейсером Йорктаун и эсминцем Кэрон, заставив их покинуть советские воды. Командование Черноморского флота заранее подготовилось. Экипажам поручили предупредить нарушителей, а при игнорировании выполнить навал, опасный маневр с боковым касанием. Американские офицеры, уверенные в
своем превосходстве, проигнорировали предупреждение. Тогда Беззаветный, втрое уступавший в массе Ярктауну, пошел на таран. Первый удар повредил обшивку крейсера, вызвав возгорание. Второй разрушил вертолетную площадку и ракеты «Гарпун». Тем временем СКР-6 атаковал эсминец «Кэрон». Несмотря на меньший урон, американцы теряли уверенность. Когда советские Ми-24 зависли над их судами, угрожая сбить вертолеты, командиры США вынужденно отступили. На следующий день крейсер и эсминец ушли из Черного моря, так и не восстановив авторитета. Этот инцидент, прозванный последним столкновением холодной войны, показал, как решимость и тактика способны победить численное превосходство. Сегодня Беззаветный и СКР-6 остались лишь частью истории, но их маневры напоминают, что дерзость и профессионализм могут изменить ход событий. Ну, в общем, вот так было. То есть, прям на таран, прям с вот этим всем, как положено. Это вам не брызгать керосином по Риперу, по беспилотнику, ну, вот как говорят, описали беспилотник, да, выпускают керосин, и то это все, ой, как же это Америка и Россия. Вот так прямо сталкивались в 88 году. Вот так прямо таранили. Ну, маневр такой. Вот так, а те не ожидали, а чего? А тут самолет еще прилетел, ну ладно, бог с ним. И отошли, понимаете? То есть и такие были столкновения, и тогда не было ядерной войны. Хотя, действительно, 88 год, это там уже были карикатуры такие, там о том, что НИИ не выгребают, там Штаты в общем, перестройка, гласность, ну вот это вот все уже как бы начиналось, какие-то глотки первые, такие охмеляющие свободы, и СССР слабел к тому моменту, и там буквально через 3 года после вот такого, да, эпизода вообще СССР не стало. Но тем не менее, ну вот так, и такое было. Поэтому как бы ядерной войны не началось. Ну, а многие как бы комментаторы, которые ждали ядерной войны из-за танкеров, которые полулегально под 3 флагами ходят, меняют их для того, чтобы быть атакованными или не быть атакованными, выключают геолокацию, ну, транспондеры, ну, извините, то есть, да, это как бы вообще не повод. Но, тем не менее, да, вот многие обиделись, многие, как это, взяли, забрали целый танкер. Ай. Ну, продолжим с Венсом. Все-таки, конечно, топовая там начало этого года тема, это тема похищения Мадуро. Ну, в общем, смотрите, российский танкер, так он не российский, просто там российский флаг. Мадуро похищали? Говорит, нет, Венс, это не похищение. Жасмин Крокет сказала, что вы похитили Мадуро. Мы провели операцию правоохранительных органов. У нас были законные основания для предъявления Мадуро обвинения в наркотерроризме, контрабанде и незаконном обороте оружия. Мы задействовали лучших военных в мире, и мы добились своего. Он предстанет перед судом. Кстати, ему были предоставлены все процессуальные права, которые положены любому человеку в Соединенных Штатах. Я думаю, он получит реальный срок. Его признают виновным. Это не похищение, а операция правоохранительных органов. И уж кому-кому, а Жасмин Крокет точно не стоит об этом говорить. Ну, в общем, все по закону, все честно. А там же и судят его, смотрите, там и адвокаты у него, и все есть. Правда, там как-то вырисовывается пока, по крайней мере, мы не знаем, как это все будет, что еще и выйдет Мадуро. Понимаете, еще и выйдет победителем с вот этим своим жестом, который нарисовали на обложке Economist, как бы ничего не зная о том, что произойдет. Но тут другой момент главный. Вот все-таки есть даже, ну, вот смотрите, интервью вот этого Венса сейчас, да, оно вот прям сквозит духом времени, да, духом возрождения империи. Такер Карлсон вообще говорит, что а как мы тогда можем вообще после того, что происходит сейчас с нами, вообще там смотреть криво в сторону Путина, да, там большая страна, империя, угроза на границах, и вот они, а мы что делаем? То есть мы тоже империя. И вообще вот этот повышенный бюджет военный с триллиона до 1,5 триллионов, простите, это как бы подготовка к войне, нефтью запасаются. Говорит Трамп, вся нефть будет моя, давайте мне всю нефть. Все-таки есть журналистика в Америке, там четкий прямой вопрос, что дает американскому гражданину пленение Мадуро? Как свержение диктатора в Венесуэле поможет среднестатистическому американцу? Ну, Джесси, есть несколько моментов. Во-первых, это означает, что мы сможем контролировать невероятные природные ресурсы Венесуэлы. Что хорошо для Америки по нескольким причинам. Во-первых, это позволит нам оказывать давление на наших врагов. Во-вторых, это гарантирует, что если американцам понадобится высококачественная и недорогая электроэнергия, у нас всегда будет к ней доступ. И в-третьих, это продемонстрирует превосходство американской армии. Что заставит людей бояться переходить нам дорогу в будущем? Один из лучших способов сохранить мир — это дать понять, что вы носите очень крепкий меч, если когда-нибудь понадобится его использовать. Нам нужны ресурсы, и чтоб все боялись и не насмехались. Как в мультике, да? Чтоб все боялись и не насмехались. То есть максимально все откровенно. Так а американцу что дает? Ну как, ресурсы, все. Сейчас вон, смотрите, как цена на бензин. Ну как Трамп же обещал. Будет нормальная цена на бензин. В самой Венесуэле непонятно, что происходит в контексте того, что условно будет дальше. Вот этот мужчина, это
генерал Хавьер Маркана Табату. Он возглавлял контрразведку и президентскую почетную гвардию, значит, и его обвинили в предательстве боливарианской революции и государственной измене. Все. Нашли быстро сексота, нашли быстро крота и предателя. И чтобы разрядить обстановку, потому что все-таки, ну, опять-таки, видели вы, да, ну, условно, вчера там с Елисеевичем мы дискутировали по поводу там, все же там, как люди с такой точки зрения говорят, все счастливы, все счастливы. Но там не просто так все у этой Родригес, которая исполняет обязанности президента. Там нужно действительно гасить ситуацию и держать власть. Значит, правительство Венесуэлы объявило о незамедлительном освобождении большого числа заключенных своих граждан и иностранцев. Рассматривайте это как жесть боливарианского правительства, направленный на достижение мира, как вклад, который все мы должны внести, чтобы обеспечить мирную жизнь нашей республики, стремление к процветанию. Это вот на экране председатель Национальной ассамблеи, ну типа парламента, да, Хорхе Родригес. То есть, смотрите, как нужно выпустить пар. Все выпускают пар. Все выпускают пар. Давайте там обмен. Там Путин с Макроном поменялись. Вот здесь у нас такая ситуация. Мы там заключенных, иностранных, своих, всех выпускаем. Потому что мы должны быть добрые, хорошие. Мы должны иметь доверие. Эти жесты должны быть направлены на мир. Кого выпустила Украина в последнее время? Ну да ладно, это мы отвлеклись все-таки. К Украине еще вернемся и перейдем. Но вот как оценивает ситуацию с Мадуро Лукашенко. Америка очень сложная страна. Очень сложная. Это не так, как у нас, даже в России и в других странах. Я думаю, что это, скорее всего, уступка Дональда Трампа военным. Помните, как бежали с Афганистана, цепляясь за шасси самолетов, падали на взлетно-посадочной полосе? Помним, они это сами приводят в пример. Хексит сам приводит в пример, когда там начинает смеяться над оружием, но этого же генерала, когда принимали, сегодня об этом сообщили, там четко сообщили, что ПВО не сработало, ничего не сработало. Правда, есть там один нюанс, уже потихоньку всплывают подробности, кроме тех 30, ну, около 30 кубинцев, уже там фигурирует цифра о том, что около сотни человек всего погибло, уже появляются видео и фото разрушений в Венесуэле, которые нанесла американская армия. И даже вертолет был обстрелян, поврежден, еле дотянул за пределы Венесуэлы. И один очень тяжело раненый дельтовец был. Вполне вероятно, что по старой доброй западной традиции сверхуспешная операция в конце концов вывернется на то, ну, что кто-то в горах на лыжах будет кататься, или там в аварию попадет, или сердце что-то схватит. И так совпадет, что он тоже будет членом Дельты. Ну ладно, дослушаем Лукашенко. Позорище. Ну, надо же было показать, что на что-то способны, но опять влезли в очень неприятную ситуацию. Ситуация связана, опять я вас предупреждал всегда об этом, прежде чем сделать какой-то шаг, прежде чем что-то сделать, надо подумать и ответить на один вопрос. А что потом? Что делать сейчас? Да, скверно, отвратительно, реакция всего мира. Ну, есть там некоторые, которые мягко реагировали, но недовольство и реакция на это происшествие у всех отрицательная. Все сделают из этого выводы. Все понимают, что творится в этом плане в мире. И каждый будет думать о том, чтобы защитить свою страну. Важно, что захватили президента. Жене сказали, это очень, очень важно. Ты можешь остаться. Мы к тебе не имеем претензий. Нас нет. Я с ним, Флорес, я знаю, очень мужественная женщина, несмотря что маленькая. Я со своим возлюбленным доставили в Америку, и ей наркобизнес пришили. Вот вам и все правосудие, которому они нас всю жизнь учили. Наелись? Никакой правды, никакого правосудия у них не было, нет и не будет. Ну так, четко там, все по делу. Ну, очень романтично, конечно, он описывает жену, прям там, я с ним там до конца. Там непростая у него жена. Я уже как-то в эфирах рассказывал, ее путь. Да и сейчас исполняющая обязанности Венесуэлы тоже непростая.
У нее, скажем так, отца сбросили с вертолета показательно, когда вот эта вся история была, когда она маленькая была, когда американцы так хорошо управляли Венесуэлой, и там был жутко большущий рост, когда американцы, скажем так, официально владели Венесуэлой, и сейчас, получается, овладели опять. И все не так просто и в Венесуэле, и в Америке, потому что сегодня Сенат запретил, в общем, проголосовал Сенат за то, чтобы Трамп, не мог, собственно, продолжать боевые действия без голосования в Конгрессе. Сенат проголосовал, сейчас это отправляется в Нижнюю палату, в палату представителей. Там у Трампа, конечно, большинство, вряд ли это пройдет, но тем не менее, сам факт, очень больный укус Трампа, он прям ругается. Республиканцы должны стыдиться сенаторов, которые только что проголосовали вместе с демократами, пытаясь отнять у нас полномочия по борьбе и защите Соединенных Штатов Америки. Сьюзен Коллинс, Лиза Муровски, Рэнд Пол, Джош Хоули, Толд Янг никогда не должны быть избраны на должность снова. Это голосование сильно затрудняет самооборону Америки и национальную безопасность, препятствуя полномочиям президента как главнокомандующего. В любом случае, несмотря на их глупость, закон о военных полномочиях является неконституционным, полностью нарушающим вторую поправку, и все президенты, их министерство юстиции определяли до меня. Тем не менее, более важное голосование в Сенате состоится на следующей неделе по этому самому вопросу. Короче, Трампа злят. Трампа злят и достаточно нервируют события внутри. А эту тему как бы подкрепили другим боковым трендом. Ой, какие жуткие протесты! Где? В Миннеаполисе. Значит, там инцидент произошел, он похож на ситуацию с Флойдом, который запустил БЛМ. Значит, агент ICE стреляет в 37-летнюю, как ее там называют, феминистку, короче, Рене Николь Гуд. Она была в машине. На видеозаписи агенты приблизились к припаркованной машине, внедорожник. Один из них предпринял попытку открыть дверь, после чего водитель попыталась покинуть, уйти, и в этот момент стреляли в нее. Власти расходятся в оценках. Администрация Трампа называет действия женщины актом внутреннего терроризма. Сам Трамп говорит, она хотела там атаковать работника миграционки. Местные же власти, они там демократы, да, городской совет, губернатор Уолтс, критикуют агента, говорят, что это действия безрассудные, требуют независимого расследования, что это вдруг он стрелял. Причем интересно, что сама вот эта феминистка, погибшая 37-летняя женщина, американка, то есть, не было причин к ней приставать, тем более этой службе. И невольно многие уже подняли конспирологию, что, собственно, Флойда убили в 2020 году, да? И это событие, убийства 37-летней феминистки, да, случилось буквально там в миле, чуть больше километра, миля от того самого места, где вот это вот случилось с Флойдом, с этим коленом, полицейским и так далее. Тоже записи противоречивые были, и интерпретации разные. И в городе стартовали процессы, марши. Местные школы закрываются из-за угроз безопасности. Администрация Трампа как бы уже... давайте отдадим должное. В отличие от тех лет, да, у Трампа сейчас все схвачено. Информационно отреагировали быстро, и 2000 туда военных, нацгвардейцев отправили для того, чтобы подавлять вот эти протесты. А протесты не шуточные. То есть сжигают флаги. Американские флаги. Переворачивают и сжигают. Вот вам все. Причем народу много, много. И это все, вот, собственно, вот так вот все и выглядит. Все по методичкам, как видите, все как положено. Протесты запустили, параллели странные с БЛМ, но может иметь достаточно серьезные последствия. Но Трамп занят другими протестами. Трамп занят сейчас Ираном. Буквально во время нашего эфира, вот сейчас приходят новости, он включается в американское телевидение, у него спрашивают, а чего там у Аятоллы? Он говорит, ой, беда у Аятоллы, ой, беда у Аятоллы. Так а что такое? Говорит,
не выдерживают. Протесты в Иране, значит, вот это вот сегодняшняя картинка, это, как говорится, Тегеран, день сегодняшний, народ собирается, народу много, это столица. Было заявлено, тоже противоречивая информация идет, что прям несколько административных единиц, то есть городов, да, на границе с Ираком пали. Полицейских там победили, отстреляли, отмутузили, в общем. И там, что там сейчас сложно сказать. Официально Тегеран и иранская власть, ну, во-первых, отключает интернет. Интернета нет, нет видео. Во-вторых, ну, вот каких видео? Какие видео опасны? Да вот эти, когда в иранском городе Мешхед спустили флаг Исламской республики и порвали его. Ну, вот как-то так. Взяли и порвали. Ну, нормально решили. А в другом городе вообще другие вещи происходят. И уж вообще не торчат за этим уши Америки, не подумайте. Синяя наклейка, мужичок подпрыгивает, дотягивается и клеит сверху. Там у них, ну, название, табличка названий улицы. Теперь вот там, по версии вот этого недовольного, протестующего, улица Трампа. Как будут шатать Хаминеи, конечно, будем еще шуметь. Напишите, что думаете, насколько увлекся Трамп протестами там и ситуацией там, и что его ждет внутри, насколько вот эта растяжка внутренняя, внешняя сработает, сыграет и каким образом. В общем, очень интересно, скажем так. Наверное, будет тема из последующих эфиров и дальнейших, так сказать, разборов, но неприятно. Ой, как неприятно выглядит, когда у тебя в стране вот такое, но ты вот всецело рассуждаешь на телевидении для американцев, что там не так с Хаминеи и что там его может ждать. Да? Иран серьезно за него взялись. Ну, по поводу этих, ну, скажем, табличек в Иране, это напомнило мне вот сегодня вот это. Сегодня одессит Тимур Вендин инициировал петицию с предложением убрать бюст Пушкина на Приморском бульваре и установить на его месте памятник президенту Трампу. Ну, слушайте, у нас вроде как нет никакой революции, да? Ну, хотя сказать, что там шибко дружим, мы с Америкой тоже не сказать, но тем не менее. Но параллели прямые. То есть там улицы как бы насильно переименовывают в честь Трампа, а у нас давайте Пушкина на Трампа заменим. Чего? Значит, этот автор идеи считает, что такой шаг мог бы стать ярким арт-перформансом, отражающим дух современной эпохи. То есть памятник Трампу, специфическому, скажем так, лидеру, хоть и яркому, но достаточно неоднозначному, заменить им памятник поэту Пушкину, который был в Одессе, который писал в Одессе. Ну, это в духе времени, в духе украинского времени активистов. Об Украине. Переместимся в внутреннюю политику, но, скажем так, с элементами прозападными. Всю неделю, как назначили Буданова, с ним поговорили, его, так сказать, приветили и назначили, обсуждается, так а что же это за назначение такое? Зеленский говорит, что он там информационной политикой заниматься не будет, будет там исключительно обменами, там офисной работой и переговорами. С переговорами все у Буданова хорошо. Вот эта фотография облетела мир с вчерашнего, позавчерашнего Парижа. Он сфотографировался вместе с руководителем французской военной разведки на фоне саркофага Наполеона в Париже.
Значит, Буданов был одет не в костюм, даже отдельные паблики публиковали, сколько он стоит, этот костюм, чего да и как. Ну, в общем, смешно выглядит руководитель французской военной разведки Буданов, но саркофаг Наполеона место такое очень знаковое. Кто играл Наполеона, как говорил когда-то Коломойский, ну а потом быстро-быстро поменял свою позицию? В России российские экс-генералы, военные эксперты развивают вообще другую версию и как бы очень и очень пристально смотрят на Буданова. Казалось бы, на противника, который с самого начала войны, который автор многих диверсий, но в то же время как на своего, ну как своего, американского. Помните, я вам говорил, Зеленского, скорее всего, будут менять два кандидата, один из двух. Ставленник Европы Залужный и ставленник Соединенных Штатов Америки, либо Порошенко, либо Тимошенко, и, может быть, даже такая фигура, как Буданов. И вот сегодня уже открыто было заявлено, что в выборах президента будут баллотироваться две ключевые фигуры, помимо Зеленского, он третий. Это Залужный и Буданов. Буданов – это чисто американский ставленник. То есть на поляне Украины схлестнутся две суперразведки. Американская ЦРУ и британская МИ-6. А Зеленский самостоятельный игрок, что ли? А Зеленский, он списанная игра. Он будет пытаться сыграть свою роль, британцы будут в этом помогать, он будет пытаться сохранить свою власть, но шансов немного. Это хромая утка? Да. Скорее всего, хромая утка, потому что... Ну, в общем, хромая утка. Это вот Сивков такой есть генерал. Вот его такое мнение транслируется. И оно, кстати, многими поддерживается, что Ми-6 будет воевать с ЦРУ на территории Украины. За влияние, за силу. В этом контексте очень интересно и интригующе выходят на первый план выборы. Зеленский сделал заявление, что в феврале, то есть уже в следующем месяце, будет готово законодательство, по которым выборы проводить. Вот что в выборах говорит Луценко. Ця логіка поведінки Зеленського виходила донедавна з дуже простої штуки. Трамп якось закінчить війну, а я піду на вибори. І всі його плани бюджету, і всі його плани призначення чиновників, які ми зараз бачимо, не дивлячись на те, що він фактично пообіцяв щось Буданову, все рівно диктуються вибори. То есть все это, то, что мы видим, это под выборы, думает Юрий Витальевич. І коли ти мене питаєш про СБУ, то відповідь дуже проста. Давай говорити знову ж таки чесно. Я Малюка дуже ціную. Ну и сейчас начнется вот эта вот акция на «Украинской правде», на их ресурсе, начнется акция вылизывания Малюка. Ну, уже такое, знаете, пяток, потому что напоследок. Я його пам'ятаю дуже епізодично, він був в Житомирській області, але він був заступником по бандитській лінії. Это тоже интересная формулировка. Зам по бандитской линии. Ну так, глянешь на Малюка, точно смотришь, о, это зам, а может и начальник по бандитской линии. Тобто, ну, це щось середнє між СБУ і МВС. Для мене це дуже зрозумілий персонаж, який вольовий, впертий, без жодної там політичних амбіцій на кар'єру, але буде робити на своїй посаді все, що зможе. Це бик, який вставив роги в землю і буде пахати стільки йому... Роги в землю – это хорошая аналогія. Стачить сил і скільки йому дозволять. Але з іншого боку, біля нього є, звичайно, інший персонаж. Скажу чесно, по моєму баченню, 70% відомства Малюка працює на перемогу, 30% працює на охранку режиму. Це тиск на опозицію, на громадське суспільство, на НАБУ, на бізнес. І, ну, таке життя. Такое життя. Ну, понятно, что 70, конечно, на страну работает, а 30 охранка, отжим бизнеса, врагов ищут, бабушек кошмарят, которые в одноклассники заходят. Ну, нормально все. Вот охранка на 70% на страну, а там, скажем так, вот так считает Луценко. Но, тем не менее, между прочим, вот эти все истории с переменами сегодня обернулись двумя неожиданными, но я не скажу, что позитивными решениями, нет, послаблениями. Шуфрича Киевский апелляционный суд разрешил выпустить под залог 33 миллиона 280 тысяч гривен. Это адвокат его сообщает, Виктор Карпенко. Значит, произошло это во вторник, а сумма не маленькая, говорит адвокат, что не знает, будет ли когда внесен и когда залог внесен. Сын Шуфрича, он же служит в вооруженных силах Украины, кстати. Уверен, что сумму собрать, конечно, удастся. Все-таки не бедные Шуфричи.
более уверен, что если решение принято, оно вступило в законную силу, то, конечно, у отца достаточно людей, которые были бы готовы за него поручиться. Соратники по партии брали его на поруки, среди них есть задекларированные долларовые миллионеры. И если они поправят как бы позицию, политическую солидарность проявят, наверняка внесут за него залог, говорит сын Александр. Сам Шуфрич сидит с 23 года. По версии СБУ, он нарративы распространял Кремля в том, что украинское государство – искусственное образование, и то, что Украина и у России единая история, и то, что украинцы и россияне – один народ, фигурирует у него в материалах дела. 33 миллиона, конечно, не бог весть какая сумма, однако вот это все ОПЗЖ, наверное, может немножко выдохнуть. Ну и так и другие там сидельцы уже как бы заерзали. Ну, заерзали, чтобы выйти, в хорошем смысле. Тут и Евгений Шевченко, и Дубинский, и все вот политические сразу. То есть какая-то форточка приоткрывается. Еще очень странное сегодня решение судебное было по Анне Скороход. У нее как бы такой парадоксальный случай. Там апелляционная палата ВАКС, ну это антикоррупционный суд, сняла электронный браслет с нее, но залог увеличила с 3 до 4 миллионов гривен. То есть прежний залог за нее уже быстро внесли, очень быстро, сразу же, тут же. Но теперь она должна еще 1 миллион донести, ну еще миллиончик, и будет ходить без браслетика. Вот странно, женщины обычно за браслеты платят, или надо заплатить. А ей надо, чтобы браслет забрали, заплатить. То есть определенный ветер неких перемен подул. Этим ветром перемен, конечно, немножко его хватанул на этом сквозняке перестановок. И человек, который воевать готов был лопатами, который критиковал Зеленского, который ходил и рассказывал, что мы сохранили станицу, значит, мы выиграли войну, Кулеба, бывший министр иностранных дел, его прочили буквально вчера, еще после разговора с Зеленским, чуть ли не главой внешней разведки. Ух, какое интересное, интригующее назначение. Ну, сегодня он всех, скажем так, развернул кругом марш и сказал нет, никакого предложения от Зеленского. А что встречались? Та так давно не виделись, решили поговорити. Ми майже дуже мінімально поговорили про міжнародні справи, тому що я вважаю, що Зеленський в мене немає запитань до зовнішньої політики президента Зеленського. Не було їх ні до цієї зустрічі і немає після. Врет. Говорит, у меня нет вопросов к внешней политике Зеленского. Он все правильно делает. Він все робить правильно, ну, ключове. Тому ми поговорили. То есть ключевое все делает правильно. То есть, смотрите, ты министр иностранных дел. Значит, по поводу внешней политики, да, у тебя спрашивает журналист. Ну как, внешняя разведка, внешняя политика. Говорит, смотрите, про внешнюю политику мы с ним не говорили, потому что он делает правильно. Так о чем встречались? І я завжди радий бути корисним країні. Але ми не обговорювали якісь конкретні посади чи якісь конкретні кадрові пропозиції. І моя позиція наступна. Я вважаю, що тільки президент сам може робити якусь пропозицію або коментувати свій намір, зробити цю пропозицію чи не зробити. Короче, что-то ему предложили. Но президент сам должен или делать предложение, или не делать предложение, или комментировать, или не комментировать. Я це все коментувати не буду, те, що там в інформпросторі несеться. Я скажу тільки одне, що ми якісь конкретні посади не говорили. Тому що я вважаю, що і я, і він, ну ми вже... Выше этого. И я, и он. Ну, це вже не про посади, це про те, що треба будувати конструкції, де кожен може принести користь своїй країні. Только вроде замяли, забили всеми перестановками облгосадминистрации, всяких министров, всего, вот эти конструкции. А они новые строят. Конструкции! Не должность. Конструкции! Так это ж миндическая история. Она же тоже не про должности, она про конструкции. Кулебу за стол позвали, представляете? Ну, еще давайте про одного, это Залужный. Значит, тот вообще
как бы занялся своей работой. Наконец-то удалось поработать Залужному. Говорит, это был непростой путь. То есть, смотрите, бывший главком, генерал Победы, ну, Победы нет, генерала тоже нет, Железный генерал, книжка есть, значит, непростой у него путь был, но они его преодолели. Теперь в Лондоне работает паспортный сервис, благодаря которому административные услуги для украинцев стали проще и доступнее. А? Какой? Паспортный сервис в Лондоне открыл. Смотри, там уже первые посетители в Лондоне. Документы можно доверенности сделать, паспорта поменять. Поработал. Поработал Залужный. То есть так, выполз, а потом опять заполз. Что-то, видимо, поменялось. Ну а в информационном пространстве сплошная война до 27-го года. Все, единый нарратив. Вот послушайте, муж народного депутата Ахіллес Федоренко глаголить. До листопада ми зможемо насититись тими номенклатурами озброєння високоточними, які дадуть можливості нанести нам ряд ключових уражень, як в глибині Російської Федерації, так і на передній лінії бойового зіткнення. І до кінця 2026 року позбавити повною мірою можливості противника до ведення активних наступальних дій. Перша половина 2000... То есть, значит, мы насытимся и лишим возможности Россию наступать. Вот такая задача. 2027 року це буде гальмівний шлях, коли Росія усвідомить свій провал. І саме тоді, коли ми збережемо спроможність до ведення активної оборони... Смотри, ручками показывают. Надо ему было предложить, подсказать. Был такой фильм, но они же все, они уже декоммунизировались, классику не смотрят. Там можно еще картошку. Вот у него стол есть, и он так проще, чем вот это он сейчас показывает, вот это все. Берешь картошину, вот тут мы сейчас раз, вот тут оп, они сейчас поймут, у них будет тормозной путь, они сейчас проиграют, и тогда мы как вот это, и будет мир. Когда? В 27-му году. Російська Федерація втратить спроможність до ведення наступальних дій, ті домовленості, які зараз обговорюються щодо мирної угоди, стануть актуальними. Так мы сейчас, Федоренко, обсуждаем неактуальные договоренности. То есть нам подписывают базы какие-то военные, вот эти гарантии, вот это все, вот это восстановление Украины. Вот это не актуальные договоренности. А то, что президент рассказывает, ну, твой президент рассказывает, что, в общем, да, то есть это не актуально. Актуально это будет через год. Але мирна угода стане фактично можливою, бо в Російської Федерації буде вибір або згинути і розвалити повною мірою свою державу, або підписати невигідну для них з їхньої точки зору угоду. Але для України ця угода буде точно максимально вигідна. Поняли? То есть, смотрите, через год мы подпишем максимально выгодную сделку, а россияне вынуждены будут перед выбором или подписывать, или развалиться. Это гениально. Это гениально. Но это хавают, слушают и в это верят. Вот в это... Да, еще год. И тогда там тормозной путь, еще несколько месяцев. Россияне... Все, мы разваливаемся. Мы погибаем. Давай подпишем уже с этой Украиной. А нам будет выгодно. Особенно сейчас это смотрится на фоне блэкаута в Днепре, беды там в Кривом Роге, в Запорожье, обстрелов, ужаса. Вообще в Одессе по порту прилетело в очередной раз. Сегодня, это только сегодня. Это только вот сегодня, вчера, вот в эти дни. Но воевать будем весь 26-й. Даже пингвиновед Дикий об этом говорит. Нам треба розуміти, що оцей рік, 26-й рік, це буде рік дуже тяжкої війни. І не розслабляться оцими всіма речима, що ось домовляться. От не домовились в кінці грудня, ну точно домовляться в лютому, як тут вже деякі озвучили. Смотрите на Золкина, что с ним, ему плохо? Вот человек, да? То раз с пленными российскими беседовал, а тут же даже слова не вставишь. Тут ты в плену, Золкин. Теперь ты в плену марафона. А якщо не в лютому, ну ладно, ну до травня вже 100% домовляться. Не буде цього. От треба прийняти факт, що нам ще довго і жорстко воювати. І якщо ми цей факт приймемо, це наблизить можливість для якогось реального. Нам треба розуміти, що... Мы должны принять этот факт, и мир станет ближе. Это как вот этот Равин из Днепропетровска, который говорил 15 января все закончится. Но надо верить. Если не будешь верить, то не закончится. Мало верил. То есть ты мало был убежден, что война продолжится.
Мало убеждения. А было б много? Ну вот тогда да. Вообще, конечно, последнее время это ужас, что творит пропаганда с этими сообщениями ТЦК, с этими... вот даже, казалось бы, абсолютно профильное издание «Экономическая правда». Там в материале большое интервью, там восстановление, там целесообразность восстановления изюмских городов, имеется в виду городских там, больниц и так далее. Кулеба, министр развития территорий, говорит о том, что это вот, там надо все под землю засовывать, вот это все там, какие-то такие вещи, но выдает фразу, которая просто бьет по голове своей прямотой, открытостью, понятностью. Кладбище. Единственное, что сейчас объединяет нашу страну. Лучше и не скажешь. Лучше могут сказать только гости Янины Соколовой, какие-нибудь военные. Більш засмучує факт того, що найкращі люди цієї країни в основному вже загинули ще в 23-му. І до кінця війни загинуть вірогідно і ті, що залишились. Лучшие уже погибли. А те, кто осталось, сейчас закончатся. Нормальная перспектива. Так а кто останется? І країну успадкують діти дезертирів і ухилянців. Страну унаследуют дети дезертиров и ухилянтов. А? Какая Сенека, блин! Какая мысль философская. Дети уклонистов и дезертиров. Що з цим робити? Что с этим делать? Я думаю, що це варто прийняти як даність. Ничего, прими как данность. Прими как данность. Вообще, конечно, такой жути нагоняют. Или они как бы... Или мозг уже по-другому у людей работает. То есть, один говорит, что у нас страну объединяет только кладбище. Все, только кладбище. Другой вот говорит, что все, всех убьют лучших, останутся дети дезертиров и уклонистов. Так погодите, а если развернуть эту логику, так может это неплохо дезертир и уклонист? Потому что у них в наследстве будет страна? Так россияне, оказывается, не претендуют на эту страну? То есть абсолютно сбивается вся логика. Но самое логичное это, конечно, Притула в этом всем. Я зустрів за останніх пару місяців жодного бізнесу, який би не пожалівся мені на те, що у них відтік кадрів. Що відбулося? Оскільки мобілізаційні процеси в Україні починаються з 25 і вгору, Значит, он же с бизнесом общается. Бизнесом. Бизнес. Это же дрончики, это же сборы, донаты, фонды. И вот ему бизнес жалуется. Разрешили выезжать 18-22-летним. Всі страдають. Бізнеси для того, щоб перестрахуватися, наприклад, щоб працівник, якого ти залучив і вивчив, треба якийсь час, раптом не зник. Вони почали брати на роботу людей у 19, у 20. Люди поєднують з навчанням в університетах. 21-22. Бізнес розуміє, найближчих 3-4 роки ця людина може в мене працювати, я можу бути спокійний. Я виховав працівника, він в мене здобув кваліфікацію, він виконує ось цей сегмент роботи. И пускай мрет. И пускай дальше идет воевать. Я его... Нормально. Дальше через 3 года нового найдем. То есть вы понимаете, как эта система вот этих шестеренок работает? То есть я бизнесмен. Мне надо там, будет работать 20-летний. Поработает 5 лет. Образно, да, до 25. Хорошо. Да, и все. А дальше плевать, нового найдем. То есть это вот с точки зрения бізнесу. Натомість уряд каже, слухайте, є тема, ми можемо відкрити ворота, ви поїдьте, там повчіться, може десь, може якийсь фах здобути, а потім вернетеся і таки будемо жити. Как так? Представляете, как правительство облажалось? Открыло ворота. Надо было не открывать ворота. Товарищи, по поводу этих 18-22-летних, это реальные прогнозы, это реальные выкладки, что могут откатить это решение, которому всего-навсего там, и полгода нет. И полгода нет этому решению. Поэтому пока открыто надо бежать, потому что на вас уже смотрят как на рабов или как на мясо. Понижение мобилизационного возраста – это то, что давно требует Европа. И, судя по всему, дожмет
после слов Мерца о том, что хватит уже ваших молодых мужчин, давайте, пускай защищают страну, это прям факт. А вот тот же гость Янины, это позывной Дмитрих, тот вообще, ну он же умеет выдать, да, вы поняли по предыдущему кусочку. Да, вот сейчас он вообще чітко говорить, так они же молодые, они же помереть не боятся. Я думаю, молодій людині долати страх смерті значно легше, аніж умовному 40-річному чоловіку. Позаяк молодій людині зазвичай немає чого втрачати. Молодому легче умирать, потому что ему нечего терять. А коли у тебе за спиною твоя сім'я, твоя дружина, дитина і перспектива того, що вони муситимуть жити без батька, це дещо інша історія. Конечно. Поэтому вот и дезертиры, СЗЧ не хотят служить, уклонисты. Вот он, ларчик, как просто открывался. Оказывается, у этих мужиков, которых вы гребете, у них семья. Поэтому надо молодых грести. У них нет семьи. У них есть романтика, у них есть промытые мозги, недостаток образования и всего остального. Поэтому давайте их. Их не жалко. Вы понимаете, к чему все идет, готовится? И куда ведет нас пропаганда? Так а в самом ВСУ? В самом ВСУ как? Там тоже жуткие вещи происходят. Йому, значить, кажуть так, дружочок, ти розумієш, що це безпечне місце? Якщо ти сам до нас приведешся, то 6 тисяч доларів. Якщо ми тебе потягнемо наказом, то 10 тисяч доларів. Це... То есть, посмотрите внимательно на лицо вот этой растатуированной ведущей передачи для военных. Я помню, когда была там, что... Напомните, напишите в комментариях, я, если честно, вылетела с головы. Была утренняя почта, а была какая-то рубрика, давно еще, Дана Борисова вела. Была такая, она что-то солдатская почта. И там, короче, клипчики ставили там с девочками. Ну, это нулевые, наверное, были, 90-е нулевые. И там она зачитывала письма, сидела такая в пилотке. Дана Борисова и зачитывала песни. И вот типа передача там для военных. Песни для военных она ставила. И там из армейки военные им писали. Вот это вот как бы Дана Борисова современности его слушает. Слушает о чем? О том, что хочешь перевестись в тыл или там дальше... Просто перевестись. 6 тысяч долларов, 10 тысяч. За то, что тебя приказ подпишут, за перевод. Людина, яка на нулі ніколи не була, вона там сидить і заробляє гроші. Просто на переводах пацанів. І це не поодинокий випадок. Таких випадків до хріна. Просто от є військові, які ніколи воювати не воювали, вони сидять на теплих місцях, і вони мають там командирські звання, вони мають якісь, як це називається, авторитет. Авторитет имеют. Никогда не воевали, а имеют авторитет. А ты авторитета не имеешь. Тебя побьют, когда ты будешь флюорографию проходить. Вот публикует Громадская. По данному следствия, в одном из случаев военнослужащие ТЦК, значит, силу физическую применили к мужчине только за то, что тот отказался проходить флюорографию. Потерпевший как бы его избили, телесное повреждение. И даже, ну там пишут так витиевато, по-скотски, это на Прикарпатье, то есть Ивано-Франковская область, так его избили, что даже один из органов ему удалили. Что за орган? То ли потому, что неприлично, да, говорить о том, какой это орган, то ли решили умолчать в силу разных причин, но нам не говорят. Вот как-то так. То есть там сидят в тылах, вот это, лупят бабки, лупят людей, и все у них хорошо. Но сейчас настолько стало этого много, что надо было пожарить. Вот этого из Прикарпатья задержать. Вот, например, новость сегодня прошла о том, что у бывшего руководителя Запорожского ТЦК значит, конфисковали имущество на сумму более 3,8 миллиона гривен. ВАКС признал активы бывшего главы Запорожского ТЦК Геннадия Еременко необоснованными, установил, что он не мог на законных основаниях владеть домом и земельным участком, 2 автомобилями и 20 тысячами долларов США, учитывая, какие зарплаты официальные в ТЦК. И государственный бюджет изымается дом, земля, стоимость одного из автомобилей 786 тысяч гривен. То есть, видите как, наказывают ТЦКшников. Наказывают. Вот еще пример наказания. В Николаеве на военнослужащего ТЦК поступило 30 жалоб за избиение. За это теперь ему грозит штраф 850 гривен
Или общественная работа 200 часов. Ну или, может, год условно исправительных работ. Такие разные наказания. 30 жалоб поступило, что он бил людей. 200 гривен там. 200 часов, 850 гривен. Давай. Нормально. И ты чист перед законом. Заплати штраф. И все будет нормально. В то время, когда у бывшего начальника, такого же ТЦКшника, только в Запорожье, вот уже он все конфисковывают, потому что посмотрели, а где ты взял? Нет таких денег. Машина за 700-800 тысяч, миллионы. Но все, видите, как направлено на то, чтобы что-то делать в этом случае. Что-то делать. Даже приходят сообщения, что ТЦК теперь вообще расформируют, ну такие запускают слухи, и сделают из них центры военного учета, ЦВУ. Об этом даже вот сам Корниенко говорит, это начальник партии «Слуга народа». Значит, как он объяснил, военные будут заниматься военным учетом и решать, куда будет отправлен призывник. Больше не будет никакой ловли людей на улице. Мы работаем над новым, честным механизмом мобилизации. То есть, вместо того, чтобы взять и сделать честный новый механизм мобилизации, они над ним начали работать. Работать. А в это время прям в Луцке, в больнице тягают людей. Прям вот регистратура. Повыбегали медсестрички, повыбегали какие-то мужики, которые там, что ж вы делаете? Что ж вы делаете? Налетели, толкаются, отбивают. Врачи там тоже в рукопашную, полицейские там машут в шапках. Никто не будет никому. Мы работаем над новым механизмом мобилизации. Нормальный механизм. Прикольный бус. Все на ходу. Как-то не бит, не крашен. Нормальный механизм. Женщина цепляется как может за эти ручки, но понятное дело, что ничего не может сделать. Сокрушается, забрасывает руки, вскидывает их в небо, кричит. Бежит дальше, но уже все, без толку. Все, увезли. Увезли. А этот случай просто вообще из ряда вон. Это в Луцке истории, а это ровенская история. Значит, в подъезд налетели ТЦКшники, а там был мужичок. А его побежала дочурка 15-летняя вызволять. Это он борется с мужичком и дочуркой за дверь. Мужичок побежал в квартиру, а дочурку прям сходу, прям газком, спреем. Потом начали смотреть, чего, побежали следом по лестнице. Ну, как бы там ничего не... Вот такое видео. Вот так вот. И ПСО российское. Луганск фильм. Искусственный интеллект. І, видимо, це теж іскусственний інтелект, що потім розказує дочурка. Він тримає таку двері, а я хочу закрити себе двері, мене майже вдається. Вони двоє беруть, відкривають двері. І один просто мені пшикає в рота і в носа, рота і в два ока якимось таким спреєм, противобалончиком, який як струя. І це ужасно було, бо я побачила це все активно і зараз це пече. Але поки ми це все робили з бабушкою, тато втік додому, закрився. І все, бабушка там осталась. Я пішла з татом додому, бо я не бачила нічого. Це ужас. Але добре, що хоч відбили тата, то в мене отут все лице просто дуже сильно пече. А ще 15-летняя девочка, подросток. А ще я поначалу взагалі не могла дихати, я тупо задихалась, в мене була якась панічка. І за того, що я попав мені в рота. У мене, по-перше, стрес був, в мене до сих пор руки крутяться. Типа я не могла від цього добре дихати. А ще плюс цей спрей, який, який до вкус. Це просто ужас. То есть ребенок, что они же дети, где же эти возгласы? И мы видели, как это произошло на видео. Все же видно. Этот борется, тягает эту дверь. 15-летнюю девочку не смог победить великий воин ТЦК. Но все-таки как бы
Тот, видимо, дверь отпустил, побежал, забежал в хату, домой. Там она дальше рассказывает видео, мы все равно придем. Она говорит, хрен тебе, не отдам я своего папку. 15-летняя девчулька. Вот такие видосики записывает, понимаете? А была она и бабушка против вот этих лбов. А тут сходу же залетает, ему все равно, кто там что. Женщина. Ну, видно, что она в этой пижамке своей, в маечке, в домашних штаниках, вот это все. Но видно, что это не ухилянт. И что бы она такого ему сделала? Он сразу открывает струю будущему поколению, так сказать, украинцев. Этим детям свободы. Понимаете? Вот это отвечает ТЦК. Ровненский областной. Короче, информируем. Была ситуация. Представители одного из ТЦК Ровенской области во время, речь идет о Сдолбунове, город Сдолбунов, значит, распространяются в сети интернет. Командующим Ровенского областного ТЦК назначена служебная проверка, по результатам которой будут приняты все меры согласно действующему законодательству. Ну вот я только что же вам... 30 человек на него пожаловались, что он бил ТЦКшника, 850 гривен штрафа. Нормальное законодательство для них. Призываем всех представителей медиа исключительно проверенной информацией пользоваться. Напоминаем гражданам Украины, мужчинам мобилизационного возраста, что необходимо данные уточнить з метою уникнення непорозумінь і відповідальності перед законом. То есть, смотрите, вот это, тут уже есть ответ. Я почему вам даю этот бессмысленный ответ, город Сдолбунов там, почему? Потому что они уже говорят недоразумение, то есть не искусственный интеллект. Она на Россию, эта 15-летняя девчулька, не работает в Ровенской области. Недоразумение. Ну, а что, он сразу бежит помогать своим, он же побратим, он же братство, он дверь не может как бы открыть, тягается с ухилянтом, залетает сразу в струю газа. Это его так в учебке научили, наверное. А он бывший, наверное, спецназовец, судя по всему. И вот это вот недоразумение. А потом спрашивают, а что такое отношение к ТЦКшникам? А в чем дело? Одесса. Один из сотни случаев, миллионный случай, но особо примечательный. Вслушайтесь в разговор между ТЦКшниками и девушкой, которая выгуливала собачку. Ее молодой человек, удалось ему. Он увидел, вовремя сориентировался, быстро бегал, короче, сбежал. Вот машина, хотели похитить человека. Вам не стыдно? Вы мужчины? Вам не стыдно? То есть, вам не стыдно, вы мужчины. Он говорит, побежал твой гомосексуалист. Это вы, секунду. Придурки вы, боже, как вам не стыдно. Чмошники голимые. Это вы. Иди нахрен, придурок. Пошли все. Иди нахрен. Ну а дальше, конечно, финал феерический. Дебилы конченые. Сдохните. Сдохните. Сдохните! Как она вообще? Военнослужащему ВСУ в Одессе. Военнослужащему ВСУ. А другие же военнослужащие поддерживают таких военнослужащих. ВСУ. Вот тоже популярный Александр Гром, боец. Говорит, разговор был с ветераном, который служит в одном из ТЦК после тяжелого ранения. И он рассказывает интересные вещи. 90% с тех, кого проверяют, всегда вежливо. Документы, резерв, армия плюс, без конфликтов, обвинений. Но те, кто начинают быковать или текать, есть. Не всех догоняют, потому что не особенно разгонишься, если у тебя протез. Видели двух вот этих, да, которые бежали? У них там видно было, на протезах бежали, прям на костылях. Так вот, продолжает. К быкующим обычно зовут полицию, которая имеет законное право арестовать, которая там начинается вдруг шоу, а потом разлетается по всем телеграм-помойкам. Мужчинка начинает падать, верещать тонким голосом, вообще терять человеческое достоинство.
хотел бы призвать всех женщин, которые защищают вот эти организмы. Вам самим не брезгливо защищать таких слизняков? Что они могут дать вам, кроме вымещения на вас своего боягузтва? Зачем вы бросаетесь на полицейских во время задержания этих обесценных петухив, которым дают шанс стать мужчинами? И комментарий просит. То есть это он к женщинам обращается. И вообще риторика по защите ТЦКшников набирает новые обороты. Выползают даже вот бывшие свободовцы, Ільєнка, наприклад. Бути максимально супер жорстка відповідальність за будь-які дії проти військовослужбовців Збройних сил, в тому числі і військовослужбовців, які проходять службу в ТЦК, якщо вони вчиняють законом визначені дії, а відповідь на це вони піддаються там нападам, збройним нападам, вбивствам і так далі, за це має бути супер жорстка покарання. І не тільки за крайні випадки, коли дійшло до вбивства, а й за просто непокору, звісно, за застосування фізичної сили і так далі, і так далі. Тому що, якщо у нас було багато непокараних випадків, які нічим не закінчились, коли були напади на військових під час воєнного стану, в тому числі і на поранених військових, і потім особливо нічим не закінчилося. І, що ми маємо в результаті? Дійшло до того, що почалися вбивства. Ну вот видите как? Не наказывали, когда били военкомов, а теперь вот убийство. Вот мы к этому дошли. Надо вот кто глянул косо на военкома, ТЦКшника, надо всех наказывать. Произвол какой-то. Разворачивают ситуацию. Зеркало, элементарный прием пропаганды. Хорошо. Ильенко, хочешь разворачивать, поиграть в зеркало? Давай поиграем. Тернопольский ТЦКшник блогером себя возомнил. Охуенно, бра? Руку нахуй забери, блядь! Ну, то есть, понимаете, в чем дело? То есть, этот товарищ, блогер, то есть, это же просто какой-то ужас. Охуенно, бра? Руку нахуй забери, блядь! Бо зараз я сука! Руку нахуй забрав, блядь, уйобок нахуй! Добігався, блядь! Ну, то есть, вы понимаете, и там понятно, что пытаешься как-то убрать эти, а он снимает вот эту жертву, понимаете? Он ее снимает. Распаковка. Блогер. А вот так происходит мобилизация этого же товарища, вот этой же группы оповещения. То есть тянут мужика в бус, останавливаются водители, выползают деды, такие уже взрослые. Я ніколи не забираю. А ну, Іване. Документи не бачиш. Не шарпати? Типа не шарпай меня, не дергай, не смыкай. Дедок ему тоже. Себе зніми. Це культурно, по-твоєму? Де нахуй? Сядьте нахуй. Ну и все. То есть, как видите, то есть все в порядке у них. Иди ты, нет, иди ты, иди ты, иди ты. То есть это же просто какой-то ужас. Ты служил, а ты что не служил? А я служил, а где ты служил? И вот это вот начинается. А потом это все выливается в вот такие случаи. Но только почему-то об этой работе ТЦК никто не говорит. А вот этой заботе о тех, кто вернулся с войны. Они говорят страшные вещи. Та же Одесса. 35. Я пошел служить 18 лет. Вот как мне на 13 800 жить? Я пришел на блокпост, где на меня ехали татар-танки. Я не сбежал. Я остановился. То есть он рассказывает свою историю. С 18 лет служил. Это военный человек. Сейчас он как 13 800. Как мне там жить? Да? Смотрите, кто-то скажет, типа еще там нормально некоторые. Ненормально. По нему видно, по речи даже, что он ранен, он болен. Он говорит, я никуда не бежал, были танки, я останавливал танки, я служил до конца. Ловил эти танки, меня тяжело ранило. А что я взамен получил?
Мне отказали в выплате по второму ранению. Вот просто мне ее отказали. И я за это должен служить, воевать? Я не хочу за такую страну воевать. Я и так свою жизнь угробил. Я с 18 лет как пошел служить, у меня уже служба вот тут. Все покупать за свой счет. Идешь на разведвыход, экипируйся за свой счет. Получаешь ранение, ты сам остаешься. Вот меня ранило в ногу, мне разорвало ногу. А мне даже реабилитации не додали. 2 месяца нога гниет. Я перехожу в госпиталь, от меня морозится. Должен служить, воевать, а мизерная пенсия в 13 800. Я вам покажу сейчас. За виконання бойових завдань, що я став інвалідом, доплата 50 гривень. І доплата 1038 гривень. Какое позорище просто. Заблокировали, и все. Я к ним дозвониться не могу. Вот к ним дозвонишься, они тебя морозятся. А я не хочу больше служить. И это государство я не хочу защищать. Вот просто я не хочу его защищать. Я написал заявление еще 5 ноября. С Яворівського военкомата до сих пор никак не могут мое выслать личное дело. Вот придет мое личное дело, тогда меня будут увольнять. Я 2 месяца жду увольнения. Які у вас плани після звільнення? За границу уехать. И забыть Украину как страшный сон. Вот просто я не хочу быть украинцем. Ну, вот так. Вот такой путь. А мы тут к девушкам обращаемся. Говорят, девушки, чего вы вот это защищаете? Как этот Гром? Обисся не петухи? Вот так, да? Какой кошмар. А вот, пожалуйста, встретилась. Это же модно сейчас. Опросики, тиктоки, видео. В Рождество вчера встретила военного, который вот так и как на духу все, в принципе, рассказал. 2 ранение, что он получил. Как гниет у него нога. И хочет забыть Украину как страшный сон, там, находясь в Украине и проходя вот эти 7 кругов ада. Так что, девушки? Но девушка, говорят, другое. Для девушек есть отдельный сорт. Он, смотри, какая. Как это? Миколина погода, да? Ластівка, да? Позывной ластівка, ласточка. Из Азова. Медикиня, ну, то есть медработниця. Взагалі ставитися до чоловіків, які не хочуть воювати. Скажімо так, я знаю, що це зараз образить цивільних, але я ставлю до цього різко негативно. Чому? Ну, по-перше, тому що мої побратими, мої близькі люди, вони знаходяться там, в зоні бойових дій. І кожен день хтось із них помирає. Кожен день. Ми можемо з вами зараз говорити, записувати це інтерв'ю, а хтось буде важко поранений, хтось не доїде до стопункту. Комусь байдуже це слухати, абсолютно. Ну, я впевнена, що комусь абсолютно байдуже це слухати. Я ставлюсь негативно, тому що я навіть, у мене вже така думка склалась, що для мене вони не чоловіки. Гражданські мужчини не мужчини. Який це чоловік, який не може захистити мене? Чому я маю захищати його? Ну, це логічне питання. Жінка може там, якщо брати психологію, розслабитися і бути там тендітною, ніжною якось чоловіком, який може забезпечити їй це відчуття захисту, комфорту. Ви думаєте, я перед цивільними чоловіками буду відчувати захист? Ну, це просто, я йому буду показувати страйкбольну гранату, він не пойме, що вона страйкбольна. Він подумає, що це настоящий. Бери, а я така, так що ти переживаєш, давай. Ну, він не пойме таких приколів. Там вони сразу побачать, що це страйкбольна граната. То есть, смотрите, какие высокие отношения между мужчиной и женщиной. Они ему гранату показывают, а он сразу понимает, это страйкбольная, типа не опасная. Или там это учебная, это патрон холостой или настоящий. И вообще, как вообще с этими гражданскими можно жить? І у мене з ними буде контакт якийсь. Я не можу сприймати цивільних чоловіків як чоловіків. Ну як це, типа, він сидить, там грає в комп'ютер, пише мені якісь коментарі, пише мені повідомлення, ой, я за тебе переживаю, прийдеш в Київ, я тебе пригощу сінабонами. Моя такіця, я сама можу купити собі сінабони. Мені не треба, спасибо, у мене, не треба. Не надо. Не надо. Но с точки зрения девушек, вообще в Украине всегда самые красивые, самые замечательные девушки. Но они всегда какие-то со странностями. Это же просто что-то неимоверное. Это же просто какая-то... Вот, что ни день, то какая-то зрада. То мы обсуждали вчера там со Спартаком Суббота и с Костем Бондаренко, обсуждали школу подпольную. Представляете? В феврале 25 года открыли родители, там 60 учеников с 1 по 9 класс в Голосеевской пустыне, при монастыре. Туда приходили, этим занимались, учили математику по учебнику 66 года. Раскрыли, расследование, все, кошмар. А сегодня девушки. Значит,
В Киеве полиция привлекла к ответственности 3 девушек за прослушивание в автомобиле песни Moscow Never Sleeps российского музыканта-диджея Смэша. Значит, правоохранители обнаружили во время мониторинга телеграм-каналов, они там занимаются, мониторят телеграм-каналы. На кадрах девушки ездят по столице, громко включив провокативную русскую музыку и подпевая исполнителю, после чего выкладывают в ролики в соцсети, фактически хвастаясь контентом. Сотрудники уголовного анализа установили личности участниц. Автору видео 21 год, 2 другим 22 и 24. Все они являются киевлянками. В отличие от девушек, в отношении девушек составлены административные протоколы по статье о мелком хулиганстве. В настоящее время с ними также работает СБУ. Смотрите. Это полиция отчитывается. Это отчет полиции. Смотрите. Вообще какой-то кадр из какого-то фильма для взрослых. Смотрите, взгляд я в шоке. Там не сколько на девушку надо тут смотреть, а вот сколько вот на этот взгляд. Это же... Ну, ребята, куда мы катимся? Он прям сверливает в объектив. Какого я опасного преступника задержал? Смотрите как. Полицейский, здоровый лоб приходит. И вот одна, непонятно мне там, кому 21, кому 24, там вот одну задержал вот этот полицейский, к другой пришел, прям в постели лежит она. Она в постели подписывает объяснительную протокол о мелком хулиганстве. Другая тоже в спальне подписывает. В спальне. Буквой «Г» становится и прям кладет планшетку на кровать и там пишет объяснительную, подписывает протокол. Это все показывают. Прям с кровати повытаскивали. Вы что? А что ж они нарушили? Они пели не только одну песню «Moscow Never Sleep». Они пели, например, видимо, собрались втроем, 3 киевлянки, гуляли, ехали в машине внутри, снимали контентик и выкладывали себе в сторисы. Вот, пожалуйста. Эти девушки поют, то есть матушку землю, понимаете? Поют, подпевают. Все хорошо у них. Кричат, у них там 2 на заднем, одна на переднем. Отлично, отдыхают, никого не трогают, себе берут. Это провокативный контент. И эту тоже. То есть... Москва, то есть едут 3 киевлянки, поют Москву. Конечно, к ним надо ворваться непосредственно в спальне, подписывать протокол. Но не только полиция с мелким хулиганством, это бог с ним. То есть мелкое хулиганство. Сидят какие-то люди, отслеживают телеграм-каналы, говорят, а что это? Это мелкое хулиганство. Но надо еще СБУ направить. А может, они просто пели... пьяненькие гуляли, песенки старенькие и новенькую про матушку землю. Так не украинскую же пели, значит, точно агентки какие-то, наводчицы. Они, правда, друг на друга похожи на этих видео. У всех одинаковые губы, одинаковые прически, одинаковые там брови, вот это все. То есть это сейчас ходят такие шутки, как будто в Буковеле, да, на празднике. Типа, найди мою малу, найди моего Масика. То есть все мужики обязательно бородатые, все женщины обязательно вот это губы, вот это все у них одинаковое, у всех один мастер, похоже, понимаете, и все остальное. Но тем не менее, они нашли, вычислили, все, прилезли прям вот это вот, и СБУ отправляют. СБУ, к которому, видите, сколько доверия по соцопросам, которые я выше показывал. Больше, чем к ВСУ уже доверие. Вот это, слушайте, просто матушка земля и Moscow Never Sleeps. Ехали пьяненькие, пели. Насчет красоты, тут же отдельная история. Сегодня новый антирекорд побила гривна. И все, конечно, в шоке, потому что это, видимо, не предел. И гривна будет лететь дальше в тартарары. Однако специально для милых дам опубликовали,
Ну, вот, скажем, такой срез. Срез. Значит, 1585 гривен – это средняя бьюти-трата украинки. Значит, они, конечно, отличаются, цены в разных регионах Украины. Больше всего в Киеве, например, женщины. Туда входит там вот ламинирование, педикюр, маникюр, короче, вот эти реснички, что-то вот. Короче, женщина сколько себе позволит. В Киеве это там почти 2000, во Львове 1900, Ужгород 1750, Тернополь, Полтава, Одесса 1650, Черновцы 1300. Ну, вот такой уровень, да, вот так девушки за собой в среднем, скажем так, могут ухаживать. Напишите, откуда вы, если вы девушка, и напишите вот эту сумму. Вот мне интересно, совпадает или не совпадает. Ну так, просто для комментариев, чтобы мы не зря пошумели. Ну вот статистика. Статистика. По поводу красоты и по поводу вот этих девочек-блогеров, они же что делали? Контент пилили. Они там кому-то там факи тыкали, они кому-то там подпевали песни, веселились. А есть такие же, причем не с Киева, или там даже с Киева, но видно, что вот именно с Западной Украины. Есть такие очень проукраинские, но они тоже уже начинают себе что-то подозревать. Вот одна из популярных блогерш, вот тоже точно таких же, с губками, с ресничками, вот это все сделанное, вот это все про красоту, про вот эти отношения, ну, короче, модные вот эти, да, дивы, немножко охренели с того, что с нами в этом году со всеми произошло, українцями і українками. Сьогодні 6 січня, по-новому водохреща, і це вже кінець зимових свят. У мене цього року якась пустота, і в мене не покидає думка, то, що нас знов надурили, що нас знов поділили на регіони, і в нас забрали щось наше, а нав'язали щось чуже. Забрали что-то наше и навязали что-то чужое. Бездушне. Таке, знаєте, колись ми збирали сім'єю 7 числа, як і всі решту. І там члени сім'ї, яких вже немає з нами в живих, також збирали 7 числа. І в цей день, коли вже їх не стало, ми їх згадували. Це якось емоційно відчували, знаєте. То есть она говорит о том, что когда мы все вместе праздновали 7 Рождество, ну вот вчера 7 Рождество, мы как бы все, такое ощущение, что духи приходили, там, ну, там, я знаю, есть там такие традиции, там, ставить пустую тарелку, там, ну, лишний прибор, да, там, то, чтобы, и все какое-то единение семейное было. А в этом году что-то не так. И тут тоже можно сказать, ну, чувиха, а что тебе не так? Смотри, там, все, глянь, губища, там, подписчики, вот эти все инфлюенсеры, маникюры, все как положено. Занимайся своим. Что ты туда в политику лезешь? Так вопрос в том, что она не в политику лезет. Политика лезет к ней. Она говорит, нас опять поделили на регионы, на все на свете. Що вони з нами присутні. А тепер це 25 число, воно якесь пусте, ну воно якесь далеке, не наше, може в мене таке відчуття, але я думаю, що зі мною погодяться багато людей. Ну, чесно, наїбали. І діти зараз навіть не щедрують і не засівають, бо не знають, коли це робиться. Бо тому що в нас тепер Новий рік, Старий Новий рік і Василя в один день. Ну так, дети не знают, когда. Дети не знают, когда каледовать. Дети не знают, когда посевать. У меня вопрос. Кто смотрит на территории Украины? Там много было в игре в города. Пожалуйста, напишите, а к вам приходили 1 января по новому стилю, это типа Василя, ну, Старый Новый год, к вам засевать приходили? Вот напишите, прям интересно. Прям даже давайте чат откроем. Вот кто из Украины, можете быстро написать, плюсик хотя бы поставить? Вот прямо сейчас. К вам засевать приходили 1 января. Вот сразу после вот этой речи на стульчике Зеленского. Василя же. Ну, понимаете? Нет, вот пишут. Кто-то из Украины пишет. Пишет Наталья, а такого при коммунистах не было. Нет, никто не приходил засевать. Ну, на сею-вею посеваю. Это приходят в 5 утра. В 5 утра. Или там рано утром, там до рассвета, на рассвете, кто там как. 14 числа, на Старый Новый год. По вот этому правильному календарю посевать, чтобы год уродился, потому что на Василя, вот это все, то есть праздник. В 5 утра 1 числа много сильно посевали в Украине по новому календарю. Она права. Она права.
Это сделано, чтобы не ходили посевать. Это сделано, чтобы не носили кутю. Это сделано, чтобы не пели ни хрена. Чтобы там в Лондоне попели вот эту «Щедрик, щедрик, щедривочка», и все. Там, в Лондоне. Здесь, чтоб не ходили. А куда ты пойдешь? Там ТЦКшники. Все, что там наколедовал, все отберут. Понимаете? То есть это все специально. Даже Усик вышел в эфир. Он сначала интриговал, там фоточки ставил, его сразу начали хейтить на Рождество. Но потом вышел лицом в эфир. Дорогі друзі, Христос народився, славімо Його. Зі святом Різдва Христового. Всім бажаю, щоб в вашому домі була любов, злагода, тепло, їжа на столі, батько і мама дома, радісні очі бабусі. Дорогі друзі, я розумію, що... Какой бабуси? Ну, какой бабуси? Радість не очи. Ну, тоже... То есть, смотрите, вот эта девчулька молодая, которая была до него, да, вот я показывал эту, ну, тиктокершу, блогершу, она все четко, какие радостные очи бабуси. Ну, то есть, все сделали для того, чтобы отобрать. А что делает Усик? Оправдывается. Дехто святкує не сьогодні, але ж у кожного є своя думка і... Як то називається, доня? Самомнення? Я знаю, що в коментарях ви будете писати, що в Україні святкують не сьогодні, але деякі українці святкують сьогодні, дорогі друзі. Представляете? Это он говорит? В стране, в которой всегда праздновали 7 числа. Всегда. Был государственный, неформально там праздновали, а потом Зеленский ввел, все будем праздники праздновать. И там было 1 год было и 25-е, и 7-е. А потом вдруг 7-е стало российским нарративом. И сейчас там Усик сообщает новость, что, представляете, некоторые украинцы празднуют 7-го. Усик нам. Очень интересно. Особенно ввиду того, що він скаже далі. Будь ласка, давайте, по-перше, будемо поважати один одного. Толерантно давайте. Давайте уважать друг друга. Ну что ж вы такие, давайте уважать. Мы же европейцы, мы очень грамотные, мы мудрые, мы умные. Уважай другого. Это же так прозападно, это же толерантность, что ты поделаешь. Русский язык, то есть должен как бы толерантно, что ты так, давайте. То есть этому народу говорят, давайте толерантными будем. Толерантными. К чему? К тому, что у нас забрали силой. Кто? Власть. І з любов'ю ставитись один до одного. Ми всі різні, в нас різні характери, різні батьки. Ми в різних містах народилися, але ми всі живемо в Україні і ми українці. Хочу всім побажати щастя, радості, любові. І обов'язково ходіть в зал. Тому що любов і добро, і силу треба захищати. Треба захищати фізично, морально та психологічно. Слава Богу за все. Слава Україні. Ну, ходите в зал. Усик, в храм надо ходить. В храм, а не в зал. И что, ты защитил эту свободу? Оправдываясь перед... Они ему напихали полную панамку. Там. Вот я прямо видел и блогеры отдельно, вот эти, которые шоу-бизнес, вот это все. Все прям, вот, Усик, зачем ты вот это празднуешь 7-го? И он перед ними вот это. Надо защищать, ходите в зал, в храм ходите. В храме уже троллят батюшки Зеленского, который 7 января днем программиста окрестил. В Украине 7 января объявили днем программиста. Поэтому, дорогие братья и сестры, в сегодняшний день отпразднуем день рождения самого великого программиста всей Вселенной. Именно он прописал все коды всей Вселенной, каждого из нас, для того, чтобы этот мир работал без багов. Но все равно через Адама и Еву, через их грехопадение, баг вошел в нашу жизнь. И сегодня он родился, самый великий программист всей Вселенной. Стал человеком, чтобы лично исправить наше программное обеспечение и избавить нас от всяких багов. Как говорится, слово Божие на любом сленге, понимаете? Но это абсолютный троллинг.
троллинг вот этого дурного решения, сделанного специально, это день программиста, я введу, Зеленский. Вот это, смотрите, девчулька-блогер, вот эта блондиночка, она сильнее, чем Усик, который всем советует ходить в зал. Она сильнее, потому что она сказала то, что она думает. Она сказала правду, что у нас забирают наше и лепят чужое. Вот этот батюшка, который там... Ну, мне, например, не понравилась его вот эта история, но он уже... Ну, понятно, что он троллит Зеленского. Но он... А почему? И так можно Слово Божие донести, да? Ну, то есть, это 7 января, которое прилепили туда День программиста, понимаете? Как бы в насмешку над святым днем. И Усик, который мечется. То есть, вот это все украинцы. И оказалось, вот девчулька оказалась смелее, чем Усик. Ну, а батюшка, конечно, креативный, ничего не скажешь. Так батюшка на русском языке говорит баги, программист, Господь спрограммировал вселенную, ну так бывает. Вот этого батюшку из Украинской Православной Церкви считают таким, ну, вражиной, придумывают всякую ересь. Союз православных журналистов подготовил интересный очень материал. Я думаю, что его нужно показать чуть-чуть в шуме. Очень интересный материал. Откуда взялось вот это вот, что в храмах УПЦ, канонической церкви, не отпевают солдат? Откуда это все взялось? И почему как бы это разгоняют? Один из самых тиражируемых фейков об УПЦ – обвинение в отказе отпевать погибших воинов ВСУ. Священников объявляют агентами Кремля и утверждают, что они отказывают семьям погибших в погребальной службе. Этот нарратив продавливают ПЦУ, СМИ, политики и активисты. Разберем конкретный случай, который показывает механизм фейка без прикрас. В конце декабря медиа и соцсети разогнали историю. В селе Банилов, Подгорный на Буковине, священники УПЦ якобы отказались отпевать погибшего воина. СМИ подали это одинаково. Храм УПЦ закрыл двери, процессию с телом воина не пустили. Поэтому клирики ПЦУ были вынуждены проводить отпевание в Доме культуры. То есть, смотрите, все понятно. То есть, замут понятен. Как бы ПЦУшники пришли в клуб, да, и вот там при всех, мол, в храм не пустили. Им же задача какая? Попасть в храм. Это как вот ночь перед Рождеством. Все, как бы, вся нечисть просыпается, и вот задача как в храм зайти, понимаете? Поэтому в храм не пустили, будем отпевать мы, поэтому будем отпевать где-нибудь вне храма, мол, ничего страшного, а эти проклятые из УПЦ, ну ничего, мы скоро отберем у них храм, и все будет хорошо. Ну, то есть это исключительно социальная акция, то, что они устроили из отпевания военнослужащего. Зор, да и только. Как же тут не возмутиться? Но реальность сильно отличалась от того, что распространили активисты ПЦУ. Семья погибшего сразу договорилась об отпевании в Вознесенском храме УПЦ. Назначили время, согласовали порядок. После этого настоятелю позвонил клирик ПЦУ. Он потребовал допустить его к сослужению. Получил отказ, перешел к угрозам. Пообещал сорвать службу, вынести тело и захватить храм. Сорвать службу, забрать тело и захватить храм. Ну, то есть... Логика какая? Подняли скандал, все, не отпевают военнослужащего, собрали всю там патриотическую тусовку, кого-то еще подтянули, власть будут, и забирают храм. То есть это технология. Потерпев неудачу, начали давить на мать погибшего. Ее склоняли дать согласие на отпевание клирикам ПЦУ. Измученная горем семья дала такое согласие. Дальше ключевой эпизод. В том же селе функционирует 2 храма ПЦУ, но тело туда не повезли. Его отвезли в Дом культуры. Мол, посмотрите, люди добрые, как в УПЦ обращаются с украинскими героями, даже не дают проститься с ним в храме. Картинку получили. Фото из Дома культуры разлетелись по СМИ и соцсетям с подписью: УПЦ отказалась отпевать героя. Волна возмущения пошла мгновенно. Цель достигли. Позже, по настоянию матери воина, его тело перевезли в Вознесенский храм УПЦ. Там около 20 священников провели полноценное отпевание погибшего воина. Об этом СМИ промолчали. Так закрепили очередной образ церкви врагов, которая якобы презирает украинских воинов. Стоит разобрать любой подобный случай неотпевания или отказа в молитве за героев, хранения оружия, и всплывает одна и та же схема. Давление, угрозы, подмена, постановка, тиражирование. Это не ошибка. Это не недоразумение. Это отработанная технология лжи.
И однажды ее назовут вслух. Но не сейчас. Ну, то есть вот такой короткий пример. Значит, и все равно она пошла и как бы по православному, по нормальному отпели. Все равно. Но надавили для того, чтобы эта технология на родственников. А как надавили? Ты там выплаты не получишь, ты еще чего-то, мы тебе проблемы устроим. Почему? Потому что 2 храма ПЦУшных есть, надо 3-й забрать. 3-й надо забрать, вот этот, который самый большой, самый известный. Ну, в общем, ну вот такая история на Буковине. И так повсеместно. А потом говорят, к Богу мы идем, не к Богу мы идем. Судный день, понимаете? А судный день, кстати, может быть и очень даже близко, между прочим. Тут вот сообщили, что Одессе, Нью-Йорку, Амстердаму и Питеру приготовиться. В Антарктиде зафиксировали ускоренное движение ледника. Ледник Туэйтса. Это ледник судного дня. Его полное разрушение поднимет уровень Мирового океана на 65 сантиметров. При худшем сценарии уровень воды может подняться 2-3 метра, по некоторым оценкам до 5 метров. Соответственно, даже Петербург может, и Ростов-на-Дону, и Калининград оказаться под водой. То есть тут вообще что-то надвигается страшное. То The Telegraph публикует о том, что в ноябре 26 года Баба Ванга сказала, инопланетяне приедут. В общем, идем к такому замечательному финалу. И очень интересно наблюдать за украинским мисослов, там, мусослов, вот это вот, скажем, которое называет слово уходящего года. Так вот, словом 25-го года стало слово «переговоры». Потому что оно самое часто употребляется, очень релевантно. Ну и другие слова, которые тоже очень важные, их искали, и, собственно, да, их употребляли в украинском интернете, в украинском обществе. Вот такой лингвисты сделали вывод. Это слово «мидас», «картонки», «киллзона», «инфильтрация», НРК, ну это роботы наземные, «справедливость», ну это Зеленский, наверное, все наговорил за весь год, «справедливая мобилизация», «справедливый мир», «выснажение», ну истощение, «ложь», значит, и «don't push the horses». Вот этого фраза Усика, да. Так что вот такой вот год. Вы знаете, вообще, чем дальше, тем больше мне ситуация, которая развивается, ну, по ходу переговоров, по ходу всего происходящего, напоминает, знаете что? Вот этот товар в супермаркете в городе Одессе. Іду по Таврії, дивлюсь, тут камін за 500 гривень. Який дебіл візьме його? Картонный камин за 500 гривен. Блядь, кусок картона за 500 гривень. Кусок картона за 500 гривен. Но смотрится же красиво. Даже огонь красиво нарисован. А мрамор как изображен. Прочно. Так глянешь, горячо, тепло. А на самом деле ни мрамора, ни тепла, ни потужности, а только красивый кусок картона. Вот такой шум сегодня, друзья. Спасибо большое, что к нему присоединились. Спасибо большое всем за суперчаты. Спасибо за поддержку, за донаты. Спасибо за то, что мы были вместе. И смотрите, в этом году я, конечно, очень хотел бы с вами чаще встречаться в шуме. И как бы так распределить, если в будний день сделать такой короткий шум, час с копейками, да, а основное общение переместить все-таки на воскресный шум. Давайте подведем итоги нашего сегодняшнего разговора в плане голосования. Закончите предложение Трамп. Это 11% красавчик и стратег, 12% кукла в чужих руках, 14% последняя надежда Украины на мир. Ой, ну и 63% считают, что это беспредельщик.
и Самодур. Вот такое голосование. Спасибо, друзья, большое. 15 тысяч голосов мы получили. Орешник, через Капустин Яр, тревога. Да, тревога. Собственно. Так, добрый вечер. Спасибо большое за то, что следим за всеми новостями. Да, есть информация о возможном выходе цели. Сейчас над Украиной тревога, угроза пуска Орешника, угроза дальней баллистики для всей Украины. Это вот прямо сейчас, прямо вот в эти минуты. Значит, кинжалы, дроны над Украиной, уже более 100 штук дронов. Значит, есть какая-то новая беспилотная система или ракета, ее будут испытывать. Предупреждение о риске Орешника. Приоритетная цель обозначают мониторы Киев. Не исключено, что удар может быть нанесен по правительственному кварталу. Поэтому всех призывают реагировать на тревоги и, соответственно, ну, так или иначе, скажем так, ну, вроде как пуск Орешника. Вот тоже так интересно, слушайте, прям украинские... Смотрите, Орешник летит там буквально пару минут. Ну, прям пару минут. Прям сейчас должны прям как бы если пуск Орешника произошел, то прям вот сейчас будет очень интересно ценность и верифицированность этой информации, будут ли сообщения приходить непосредственно и откуда, да, полигон Капустин Яр, все там, ну, в общем, как бы такое дело. Так, полетит ли Орешник сейчас, собственно, главный, как говорится, вопрос этих минут. Да, вот здесь публикуют карту в разных пабликах украинских. Вот эта ситуация по поводу беспилотников. Все двигается в сторону Одессы, юга Николаева, да, центра и Киева в том числе. Ну что думаете, полетит? А почему вы считаете, что утром? Узнаем сейчас. Ну, все же ждут Орешник. Это буквально там несколько минут. Дошумелись, кто-то пишет. Ну да, стопудово пугают. В Киеве ждут Орешник с радостью и надеждой. Ну так это шутка, наверное, сарказм. Но на самом деле никто не ждет. Все прекрасно понимают. Кстати, Буданов, новый глава офиса Зеленского, говорит, нечем сбивать Орешник. Да, Лукашенко сказал, что это спектакль, переговоры. Слушайте, ну если честно, какой-то просто... В Киеве взрывы, это шахеды пишут пока. В Киеве долетели шахеды. Собственно, мониторинговые паблики заявили о том, что будет применен и Орешник в том числе. Так, в общем, ожидание Орешника, друзья. Прямо вот в прямом эфире, прямо сейчас на шуме. Хотел потихоньку закругляться, все-таки, ну, все прям полетело. Я просто жду... Вот сейчас должно пройти минут 5-7, и должны полететь какие-то на этих каналах разных, да, должны полететь какие-то реклама сборов. Ну, вот сразу, когда Орешник, да, то сразу сборы. Но в Киеве, правда, сейчас раздаются взрывы, там и тревога, работа по шахедам. Да, остренько дошумелись, Виктор, действительно, дошумелись до Орешника. Но с другой стороны, вот спасибо, Ольга, что это вспомнили, прям с языка сняли только что, прям воздуха набрал как бы по этому поводу. Вот вы здесь пишете, что Путин сказал предупредим местное население. То есть это тоже принципиальная вещь. То есть такие вещи просто так, это, ну как бы Орешник просто так не запускается. То есть было сказано, что будет предупреждение. Ну... Киев свет погас, пишет Таня. Какая ситуация? Пишите, кто из Киева, что слышно, да, где вы находитесь, собственно, в укрытии, не в укрытии, за двумя стенами или еще где находитесь. Также из новостей Венс обсудил с премьером Великобритании, вице-премьером Лэмми вопросы урегулирования конфликта в Украине.
Значит, важно обсудить дальнейшие шаги, которые мы можем предпринять для установления мира и безопасности в Украине. Это Лемми по итогам встречи написал. Вот журналист Axios Барак Равид пишет, что в ходе встречи, помимо Украины, Венесуэла и Гренландию тоже обсуждали. Короче, это очень интересная встреча вице-премьера Лемми и Венса. Особенно она важна в контексте, скажем так, событий. Так, опять понесли информацию, что пустили Орешника. Тут пишет Руслан, что запуск Орешника – показатель беспомощности Путина. Смотрите, тут же дело не в беспомощности. Тут дело в том, что должен быть какой-то ответ. Вот Киев Святошин тихо. Да, спасибо большое, что информируете чат, информируете нас о ситуации. Большое спасибо, Сандра Ян, за поддержку, в поддержку канала. Поздравляю всех с прошедшими праздниками. Пусть Бог слышит все наши молитвы и всегда бережет нас и направляет нашу жизнь по верному пути. Пусть Он даст нам сил, здоровья, мудрости, чтобы мы смогли пройти этот путь достойно и радостно. Спасибо, что становитесь спонсорами. Спасибо за поддержку здесь, на YouTube и, собственно, везде. Метро Дарница со светом. Это хорошо, благодарю. Так, Александр, верим в чудо. Чудаков хватает, это да. Так... Спасибо большое, что нравится мой канал, эфиры тоже нравятся, будут бить по Банковой, но не Орешником, предполагает Тамара. Пишите, что думаете. Вообще, конечно, это какая-то тоже такая, простите, а где же внезапность, а где вот это все, да? Тоже какой-то, да, дай нам ума, силы и терпения, пишет Антон, это точно. Так, спасибо, что желаете всего хорошего. Так, Саня, ты молишься на ночь? Не всегда. Не всегда. Но сегодня, видимо, такой день, что надо, чтобы не было вот этого всего ужаса, потому что его же еще, понимаете, его еще усиливают, его подогревают. Вот спасибо, вот там Ольга написала. Это ж не, типа, что не я от себя сказал. Да, это спасибо за то, что там мирное население мы предупредим, да, вот как предупредить? Через телеграм-каналы украинские? Думаю, вряд ли. Так, пригласите Димуру. Димуры сегодня занятие в сетиклассе, вот этот, который ссылки постоянно мы ставим, какой-то семинар. Посмотрим, не знаю, будет на этой неделе, не будет, но на следующей, я думаю, вполне, почему нет. Спасибо большое, там в Белгород летит. Так... Значит, ТЦК страшнее, чем Орешник. Да, ТЦК страшнее, чем Орешник. Не знаю, не видно что-то пока. Вот сообщили украинские каналы, и все, и замолчали. Угроза Орешника, да, была 10 минут назад. С 10 минут он уже будет в Европе, да, он уже там, не знаю, очень далеко будет, если прям взяли и запустили Орешник. Поэтому где-то должен быть прилет. Спасибо, Саша, за эфир, спасибо большое. Куда делась Анна Скороход с эфиров? Почему не общаетесь? Если хотите, позову, почему нет? Мы так не расставались. Я, конечно, очень разочарован в этом всем деле, в этих всех замесах, вот в этих всех схемах. Это как бы дело такое. Видите, как миллион доплати, чтобы браслет снять. Понятно, что там большинство цирк, большинство это все, скажем так, такая вся история. Но, тем не менее, по-другому, наверное, депутатам не быть, надо именно терочки тереть, и тем более тема касается санкций, которые предательски, абсолютно незаслуженно, например, на меня наложил Зеленский, да? А там точно такие же санкции, только под бизнес и под деньги, и под выкуп, так сказать. Так, что... Переходим тогда, наверное, в режим телеграм-канала. Там посмотрим, долетит Орешник, не долетит Орешник. В Орле, говорят, фламинго прилетело, свет погас где-то. Собственно, показывают, да, что тоже последствия удара ракетой были в городе Орел в Российской Федерации. На Орел посмотрим, какой сегодня будет обстрел. Тем более, если все предупредили, американцы предупредили, Зеленский предупредил, что будет Орешник.
Он же, они же не могут врать, правильно? Значит, будет какой-то удар. Вопрос только какой, как, и что думаете, да, по этому поводу. Так, как Россия может ответить за блокировку нефтяных танкеров? Я думаю, Россия никак не будет отвечать. Ответят хуситы. Хуситы могут ответить. Они уже, в принципе, делают. 2 минуты лететь ему. Ну, уже 10 прошло. Понимаете? Саша, где сейчас Карасев? Судится в Киеве. Ну, в эфиры пока не ходит. Не знаю. Новая ракета-невидимка. Да, новая ракета-невидимка. По всей видимости. Какая-то суперновая. Точной информации о пуске Орешника нет. Наши средства не могут ее фиксировать. Если пуск был, подлет к Киеву будет через 5, 10, 15. Отличное сообщение просто в этих мониторинговых каналах. То есть, а как вы пишете, что был пуск только что, и потом пишете, что не можете ее фиксировать? Господи, какие только... Давайте, запускайте уже эти мониторинговые всякие там проофисные каналы, запускайте какой-нибудь там этот сбор, пока у вас охваты большие, да, что там сбор, Орешник летит, давайте быстренько, долетит, не долетит Орешник. Это уже было просто. Это уже реально было. Ой. Точно никто не знает, но все равно все это очень плохо. Это все равно какая-то новая ступень эскалации, которую можно было избежать. Легко можно было избежать. Так, киевские паблики говорят, значит, что под ударом дронов Троещина и предупреждают ТЭЦ-6. Ну, это там рядышком, да, то есть Троещина, это, видимо, ТЭЦ. Свет же был сегодня более-менее в Киеве. Будут делать так, чтобы не шибко было более-менее, поэтому дроны летят по ТЭЦ и по Троещине. Ну, обещают нам 3 минутки до Орешника. Если был пуск, ну, тогда там через 3 минуты. Короче, сидят все и смотрят в небо. Я так понимаю, админы всех каналов мониторинговых за ситуацией, как летит Орешник или нет. Вот как-то так. Да, действительно, шок. Война в прямом эфире. Почему не приглашаете Корнейчука? Так он не ходит. Не ходит, как бы, не знаю почему. Ну, это у него же там вроде как выпустили, и слава богу, конечно. Ну, не хочет, не ходит. И по интервью имеется в виду. Как бы сам у него есть свой блог на Ютубе, поэтому находите. Ищите. Дело не в том, что кто-то приглашает, не приглашает. Смотрите, как-то все смотрят на это как какую-то Санта-Барбару. Подождите. У многих людей, которые там дают интервью, есть свои каналы. У многих людей. Так, во Львове прогремели взрывы. Что там за взрывы во Львове? Очень интересно. По картам шахедов не было Львова, ну, на подлете. Панченко обещали, договоренности в силе с Дианой Панченко, когда будет первый день бегства Зеленского. Во Львове взрывы. Очень интересно, друзья, что там во Львове. Кто со Львова? Да, пишет Львов выбухи. Ну, там не было, видимо, какая-то или баллистика, или что-то еще. Угроза Орешника и взрыв во Львове как раз-таки плюс-минус в этом, ну, так сказать, временном диапазоне. Прям во Львове. Так. Ну, послушайте, ну... В Белгороде пропал свет, пишут, после ракетного удара по городу. Короче, пошел жесткий размен, жесткое рубилово прямо сейчас. Так. Неужели Орешником по Львову влупили? А куда ж там влупили? Слушайте. Очень интересно. Вот сейчас.
Орешник полетел во Львов. Ну, это предположение, все это, понятно, не верифицированные вещи пишут. Во Львове взрывы. Ну, там взрывы это нормально, потому что, да, Белгород орел прилеты по энергетике. Так, громко во Львове. Один за другим взрывы, сообщают местные каналы. Там их 6 зарядов. Шелест в эфире, да, это прямой эфир. 6 зарядов, поэтому вполне вероятно, что один за другим это может быть как бы не оно. Или какая-то новая приблуда, которую обещают. Садовой пишет, во Львове слышно взрывы, все в укрытие. Так надо до взрывов сидеть в укрытиях. Там уже взрывы, уже все. То есть тоже какие-то странные вот эти люди, такие заботливые. 6 по 6 мне подсказывают там, да, что взрывы. Железная дорога. Гучно у Львові, один за одним вибухи. Да, это Садовой только что написал. Что бомбить во Львове? Непонятно, что бомбить. Но опять-таки там может быть пригород Львова, там может быть какие-то развязки, могут быть какие-то объекты. Во Львове просто слышно. Ну, то есть это тоже надо понимать. Как бы услышат все. Официального нет подтверждения по удару орешником по Львову, но... Ну да, мы только что об этом сказали. Спасибо всем вот этим мониторингам о том, что цели не фиксировались никакие над Львовом, а взрывы прозвучали. Как бы множественные сообщили. Ну что, вот и удар по Львову. Не знаю, орешник, не орешник. Так нравится этот Гончаренко. Львив, як вы? Вот это так, як вы вот это? Как вы? Хреново как? Запустили орешником по Львову. Ну, или не орешником, а каким-то другим, да, скажем так, новым баллистической железякой. Так, значит, все сбили. В том-то и дело, что не все сбили. Вот вы пишете здесь. Так, взрывы в Киеве, там шахеды, удар, ну, герани отбивают удар, налет дронов. По поводу непосредственно Львова пока ничего. Орешник, не орешник, непонятно. Ну, в любом случае, скоро станет понятно. Интрига такая, достаточно... Ну да, Южмаш так в итоге и не показали, Алена пишет. Да, до конца не показали. Где-то там издалека, чего-то где-то. Поэтому тут не факт, что мы там сидим и чего-то ждем, понимаете. Они могут действительно... ну, там, к утру это все подтвердить, показать какие-то видео с камер наблюдения. Ну, вот сообщили, что во Львове взрывы. Да, во Львове большие терминалы. Да, хаб тоже, конечно же. Поэтому... Ну, Яворевский полигон далеко от Львова. Там вряд ли во Львове будут слышать эти взрывы. Но, тем не менее... Так, ну посмотрим. Хотя, вы знаете, тут война на самом деле очень подлая. Очень подлая. Можно сделать, опять, это гипотетически. Сейчас все, конечно, настроены. Сейчас полетели орешники, Садовой, все взрывы, все в укрытие. Технология, да, гипотетические спецоперации. Зеленский выходит, говорит, сегодня будет обстрел, сегодня-завтра прячьтесь. Все, ничего не понятно, все. Там сейчас полетит, все что-то будет. Будет какой-то ужас и кошмар. Орешник, все ждут орешник. Прям шоу в прямом эфире, не смотрите наверх. Орешник. Потом, ну, условно, да, там все предупредили, все вот сказали, над Капустиным вылет, запуск. Потом говорят, нет, мы не можем видеть запуск орешника. А почему над Капустиным Яром? А что там не с Беларуси, например? Ну, что же там стоит? Ну, например, да, но тем не менее. Вот мы не можем выпуск видеть, но все считают минуты. Все посчитали минуты, взорвалось во Львове что-то, множественные взрывы. То есть это может быть фейерверк. Вот реально, фейерверк во Львове. А потом скажут, орешник, все равно орешник не покажут.
Понимаете? Ну, то есть покажут нечто, вспышку, что-то там еще, или как в Днепре, минимум, да, что-то такое. Но типа скажут, что все, Россия ударила орешником, Трамп, спишь, нет, давай быстро звони, все, ядерная война, весь мир опять, все внимание к Украине. А это может быть провокация. Но это как версия, смотрите, это все как версия. В Ровенской области также были слышны взрывы. По Львову применили орешник или похожую ракету с неизвестного типа с несколькими зарядами. Ну хорошо, разрушение после этих мощных взрывов во Львове и в Ровно могли не один орешник запустить. Ну, в общем, здесь какая-то сейчас начнется интрига. На самом деле, прям с колес очень тяжело. Мне писал кто-то со Львова, но вряд ли там вы что-то поймете, понимаете, там силу или мощь этого удара из... ну, там, или из укрытия, или из квартиры со своей, или из дома со своего. Так, атакуют Псков, там закрывают аэропорт, тот район. Так, львів'яни пишут про 7-8 взрывов. Есть информация, что было слышно в Тернопольской области и Ровенской области. Тернопольская и Ровенская слышала. Что слышала? То же самое? Или они 3 орешника запустили по 3 областям? Или где-то на границе? Так, кто знает, где сейчас Зеленский? Ну, записывался а-ля из кабинета. Позвони на полигон, скажи, да. Да, не будем. Ну, в общем, взрывы слышны во Львове. Да. И в соседних областях. Никакие цели не фиксировались. Да. Ну, дошутились, конечно, по поводу орешника. Ну, смотрите, все сейчас идет по лекалам вот этой, собственно, войны в прямом эфире. Все идет по этим же лекалам. Значит, тут уже тиражируют, собственно, паблики вот звуки, да, которые там, ну, условно были слышны. Да, давайте послушаем звук. Говорят, орешник. Ну и все. Это пока все из информации. Бух. Вот это вот звук. Хотите еще раз послушаем? Орешник. Все. Что известно на эту минуту в режиме прямого эфира. Вообще не понимаю, зачем пускать эти, ну, такого рода сообщения. То есть уже, в принципе, прошло нормально времени, уже можно подтвердить какой-то удар, да, или что-то хотя бы сообщить. Но все же будут тянуть интригу. Ну, в Киеве упал дрон в районе Дарницком во дворе жилого дома. Магазин рядом с домом, Кличко сообщает. Да? Садовой. Была серия взрывов, сейчас решаем, что именно случилось. Были это прилеты или нет, и в каком районе. Спасибо, Садовой, прям услышал в прямом эфире, собственно, меня. И, в общем, работаем со всеми службами, оперативно буду информировать. Ну, спасибо за оперативность. Садовой подтвердил эти взрывы, уже хорошо. Ничего не летело. Что прилетело, непонятно. Видимо, сделают какую-то такую интригу. Ну, многие украинские СМИ прямо сейчас сообщают, что это, скорее всего, орешник ударил по Львову. Накручивает лихо, я тут вижу, да. И комментарии, и Гончаренки, и все на свете. Друзья, ну что, всем большое спасибо. Уже начинается 9 число. Пройдет оно под знаком, видимо, орешника. Но все равно хорошо пошумели, да. И дождались даже некоего удара.
по Львову, который слышно, что-то было в Ровенской области, в Тернопольской области, даже звучок какой-то, собственно, подписали. Такой достаточно неочевидный, но важный, в том числе, финал нашего сегодняшнего шума. Ага. Так, понятно. Ну, собственно, тут же как. Все сейчас такой период, и, наверное, ближайшие там несколько минут, все, собственно, будут наслаждаться взрывами, да, взрывами, как это, собственно, как это слышно. Вот так вот, да. То есть тут все, конечно, в шоке, взрывы, что-то непонятное. Ну, то есть что-то такое, да. Люди записали. Понятное дело, место пока не определенное. Но Садовой нас обязательно проинформирует о том, что слышали во Львове. Так, в клубе пишут о том, что прилеты крылатых ракет Х-101 были страшнее, чем взрывы от Орешника. Подписчики сообщают со Львова. Ну, как сказать, страшнее вот этот мужчина как бы очень сильно испугался. Тут нельзя сравнивать прилеты от Х-101 или от Орешника. В общем, сейчас все играются звуками. Ну и идет атака дронов на столицу. И, в общем-то, по данным украинским мониторам, пустили Орешник. В городе в самом 6 мощных взрывов, кратных количеству зарядов в ракете. Такие пока сообщения. Очень что-то сильное прилетело во Львов. Никто ничего не может сказать. Если прилетел... Ну, тут очень важное замечание, что если бы прилетел Орешник, то видно бы было по всему городу. Может быть, будут, конечно, отключать Запад с точки зрения логистики. Ну, видите, а кто-то пишет, что... Вот одни подписчики пишут о том, что крылатые ракеты Х-101, ну, как бы страшнее были. А другие пишут, что слышали прям в округе, во всех окрестных селах, да, этот удар. А куда конкретно прилетели, пока, собственно, непонятно. Ну, в общем, если это... Давайте так, закончим наш сегодняшний шум на вот такой аналитике. Если удар по западной, то это действительно какой-то новый этап войны. Ну и ответ на вот эти все, скажем так, коалиции желающих и их желание зайти на Западную Украину в том числе. Я так думаю, что, смотрите, сегодняшней ночью мало что ограничится. В любом случае, досмеялись насчет Орешника. Ближайшие 3 ночи, наверное, будет жарко. Мне так почему-то кажется. Потому что тот этот удар, а не тот ли этот удар, а может, что другое испытывали, а может, Орешник, а куда летел, а куда попал. Друзья, всем большое спасибо за то, что сегодня побывали на этом стриме. Не ожидал, что он будет таким длинным. Но, тем не менее, спасибо за то, что... Ну, тут пишут, это не Орешник. Опять-таки, мы действительно... Вот правда, мы действительно не узнаем, да, и завтра неизвестно, узнаем или нет. Да, 6 взрывов сразу. Цирконы,
Кто с Украины, пишите, что может Посейдон. Ну, не Посейдон, это другое оружие. Пропал свет в Чернигове, пишут. Да, 2-3 дня. Полигон так полигон. Всем большое спасибо. Доброй ночи. Добра и света, как бы это ни звучало, особенно в эти темные для